Добрый день, добрый вечер, вернее уже. Я не знаю, пусть мне ребята-модераторы скажут, мы в эфире, мы можем ли говорить. Нажмите мне, пожалуйста, единицу, если меня слышно. Отлично. А, Дорогие друзья, мы открываем сегодня наш эфир впервые в моей жизни. Я никогда не думала, что мне придется транслировать и вещать в YouTube. Но вот так сложилась жизненная ситуация, что то, с чем мы столкнулись в последние дни, и все, что произошло в Украине, принесло много горя и печали огромному количеству населения. И они должны были покинуть свои дома и а, двинуться куда-то, где им, возможно, была какая-то помощь оказана, и кровь, питание, поддержка и любая помощь, которая в этот момент им нужна. Наша компания, в которой юридическая компания, которую я возглавляла 9 лет, она занималась в основном оказанием юридических услуг. Но в прошлом году я решила реализовать свой проект, который я вынашивала много лет, на протяжении последних 8 лет. И причиной создания этого проекта, который называется SIP, Swiss Expat Education Platform, целью этого проекта было как раз оказывать правовую, юридическую помощь иммигрантам, мигрантам. И в основном мы ориентировались, конечно, на людей, приезжающих сюда работать. То есть те иностранцы, которые прибывают в Швейцарию, и для того, чтобы им можно было интегрировать в этой стране, понимать, как здесь функционирует сама страна, государственные органы, структуры и все, что с этим связано, насущные проблемы, каким образом можно разрешить, то, с чем они сталкиваются в обыкновенной повседневной жизни, это и было целью для того, чтобы грамотным юридическим и выверенным языком объяснять те вещи, которые человеку нужно узнать, прибывая для проживания в другую страну. Но то, что происходит в настоящий момент, с 24 февраля, это помощь, которая нужна в первую очередь беженцам. Беженец – это особый статус людей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. Беженцами называют не только людей, которые подверглись военным на территории страны, где они проживали, проходят военные действия, но это также могут быть и стихийные бедствия, там, землетрясения, наводнения, цунами и прочее, прочее. И никому из нас, конечно, в голову не могло прийти, что в этот момент в нашем современном мире мы окажемся в условиях, что люди будут вынуждены спасаться от военных действий, люди, которые проживают в Европе. Поэтому та острая потребность, которая возникла в юридической помощи для этих людей, она просто внезапно стала самой актуальной в нашей всей повседневной и нашей профессиональной жизни. И мы каждый, все люди доброй воли откликнулись, я думаю, и мы здесь все находимся, кто неравнодушен к тому, что происходит в настоящий момент. Прежде чем я перейду к комментариям законодательства, которое нужно разъяснить, и нам поступает в последнее время огромное количество звонков, и с момента, когда мы открыли телеграм-канал, в первые дни, за первую неделю у нас зарегистрировалось 3 человека, а вот за последнюю неделю, я уже не помню, сегодня какой день недели, четверг или пятница, четверг, да, а за последние 4 дня у нас зарегистрировалось 1000 человек. Мы ежедневно консультируем людей, которые обращаются со звонками и задают любые вопросы, как нам приехать, как нам выехать, куда мы едем, где мы разместимся,
каково наше положение, какие наши перспективы, что мы можем делать при наличии этого статуса, который нам предоставит в качестве убежища. Это привело нас к пониманию, что мы должны координировать все свои действия и разделить работу на 3 больших блока. Первый блок, он был связан с правовой и юридической поддержкой. Этот блок курирую я. Другие мои коллеги и друзья также подсоединились на уровне волонтеров, и этот блок является гуманитарной помощью, которую мы оказываем людям, пострадавших от военных действий. Эта помощь делится как на помощь, ориентированную на находящихся здесь людей, и помощь, ориентированная на границу Украины. Это гуманитарные поставки питания, медикаментов и вообще всего, чего, все только, что требуется людям, кто находится и остался еще на территории Украины. Третье направление, которое мы понимаем является очень важным и очень востребованным, это медицинская помощь. И самое главное, это помощь, психологическая поддержка. Потому что люди в состоянии горя и посттравматического синдрома, они, как никто, нуждаются в помощи профессиональных психологов, которые умеют работать с такой категорией лиц. Они знают, как можно людей этих привести в состояние, когда они будут сохранны, когда их психика не будет травмирована. Потому что то, что происходит в настоящий момент, конечно, пройдут какие-то несколько там, недель, месяцев, и так или иначе эти последствия могут быть существенными. И поэтому то, что мы будем делать в группе по психологической поддержке и медицинской помощи, она востребована, и нам нужны координаторы этого блока. У нас есть специалисты, которые к нам обращаются и говорят: «И мы готовы, мы психологи, мы врачи», это русскоговорящие врачи, потому что особенно в вопросах, касающихся психологических моментов и обсуждения, людям необходимо говорить на своем родном языке. Это крайне тяжело объяснить свое состояние, если ты не владеешь другим иностранным языком. И даже если вы владеете иностранным языком, то все равно эмоции передавать, переживания и то, что с вами происходит, очень важно, чтобы вы могли иметь такую возможность говорить с вами на родном языке. Это как и украинскоговорящие специалисты, так и русскоговорящие специалисты. Это в целом, чем мы занимаемся вот в рамках поддержки и помощи беженцам. К нам присоединились другие волонтерские группы, которые быстро образовали чаты. Мы скоординировались, и мы проводим совместную работу и пытаемся выстроить работу таким образом, чтобы просто не пересекаться, а действительно все, что касается правовых вопросов, люди имели возможность к нам обращаться, а все, что касается гуманитарной и психологической помощи и медицинской, к тем, кто это будет курировать. Мы на стадии скажем так, активных организационных моментов и открыты для любой помощи, которую вы можете нам оказывать. И мой призыв, он и был опубликован в нашем телеграм-чате, на телеграм-канале, и я повторяю, что нам нужны люди, которые могут отвечать на звонки первоначальные. Мы сейчас активно будем проводить и проводим уже консультации, как нужно принимать первоначальный звонок и какую информацию предоставлять людям звонящим. У нас разработан план ответов, да, то есть это постоянно увеличивающийся в количестве предоставляемой информации, так называемая брошюра для беженцев. Мы ее тут же всем рассылаем. Это существенно снижает поток звонков, потому что люди, прочитав,
часто повторяющиеся вопросы, находят ответы на свои вопросы, и, соответственно, у них остаются только те вопросы, которые действительно, ну, индивидуальные, и нужно их разрешить. И тогда подключаются уже юристы, и мы консультируем уже их индивидуально, исходя из потребностей или ситуации, в которой оказался конкретная семья или конкретный человек. Это вот в целом о том, как мы сейчас пытаемся координировать нашу деятельность. Теперь для того, чтобы дать максимально широкий комментарий и разъяснение в соответствии с вышедшим в пятницу законом о статусе защиты С, я предлагаю построить нашу работу таким образом. Я буду сейчас идти прямо по закону и, соответственно, буду комментировать те статьи, как конкретно будет иное положение законодателя применяться на практике. Что это означает, как это интерпретировать, какие организации в этом участвуют для разрешения этих вопросов, какие правовые последствия, ну и как это реализуется. Даны же уже разъяснения по тем или иным вопросам или еще нет. Далее, я после того, как пройду по всему закону и дам свои комментарии, вы будете иметь возможность получить ответы на те вопросы, которые нам уже задавали. Я пройду по этим вопросам, и вы услышите ответы на часто задаваемые вопросы, которые волнуют людей. Одновременно с этим в чате вы можете задавать те вопросы, которые имеются у вас. Но в процессе моих комментариев и разъяснений, если вы поймете, что вы получили ответ на этот вопрос, вы либо сами удалите свой вопрос из чата, ну, либо сейчас работают у нас координаторы чата, и они будут записывать все вопросы, поступающие от вас, и в конце моей первой части выступления мне девочки скинут вопросы, заданные в чате, и я пройдусь уже по ним. Договорились? Итак, начали. Законодательный акт, который был принят Федеральным департаментом юстиции и полиции Швейцарской конфедерации. Он называется «Информационный бюллетень о статусе защиты С». Что нужно понимать, если кто еще не владеет этой информацией? Что такое статус С? В обычном порядке статус беженства предоставляется тем людям, которые оказались у которых есть необходимость получить защиту государства, к которому они обратились. В Швейцарской конфедерации этот статус категории F. Он предполагал индивидуальное интервью, которое проходит каждый человек, и где ему задают целый ряд вопросов, и в первую очередь, естественно, миграционные службы волнуют что? По какой причине человек покинул свою родину, и что ему там конкретно грозит, чем он это может доказать, и путь, которым он достигал того места, куда он прибыл и попросил убежище. Поскольку такие ситуации, как стихийные бедствия и война, они образуют огромное количество людей, относящихся к группе лиц, объединенных единой проблемой, да, то государством Швейцарии был предусмотрен ранее замороженный статус защиты С, который был разработан в период балканских событий. Но они его так и не приняли в этот период, потому что вот каким-то образом они решили эти вопросы с беженцами иным путем. Сейчас же по рекомендациям Евросоюза и стран, которые относятся к Евросоюзу, у них этот статус есть. И швейцарские власти, консолидируя, работая позапрошлую неделю, также подтвердили, что они будут применять этот статус С. Для чего это сделано? Статус С позволяет людям в упрощенном порядке, без каких-либо проволочек и длительных процедур,
оформить необходимые документы для проживания и дать возможность людям максимально быстро начать свою деятельность и жизнь в новой стране вот с этим статусом. Как правило, статус F не давал возможности людям устроиться на работу. Более того, с этим статусом крайне тяжело работодатели принимали таких работников, потому что он предполагал обращение работодателя напрямую в органы, регулирующие вопросы трудоустройства иностранцев, а это достаточно длинная и громоздкая процедура, и никакие работодатели особенно с этим не хотели связываться, и у людей возникали очень большие проблемы найти со статусом F себе работу. И вынуждены были длительное время находиться на социальной помощи, а тем самым они крайне плохо адаптировались и крайне плохо интегрировали в жизнь страны. Поэтому в этом случае, поскольку поток беженцев достаточно большой, и это большая группа людей, которую нужно расселить, обучить языку, переквалифицировать и принять на работу, то и было принято решение о статусе защиты С, который позволял принять, что этот статус сразу предоставляет возможность людям трудоустроиться. Этот статус давал возможность не только трудоустроиться, но и определял их порядок проживания на территории, где они получили эту защиту. Законодатель говорит, что те люди, которые обратятся за статусом защиты С, получают его. Многие из вас уже, наверное, знают, что открытые все федеральные центры, они в очень ускоренном и интенсивном режиме работают, регистрируют всех обращающихся. Поток желающих зарегистрироваться действительно очень мощный. Миграционные службы не рассчитывали свои мощности, и никто этого не подозревал, что придется в таких условиях работать. И чтобы сократить вот очереди, которые стоят для регистрации в федеральных центрах, то законодатель принял решение, в том числе и предусмотреть онлайн-регистрацию. Несколько слов о федеральных центрах регистрации беженцев. Они есть двух типов. Есть федеральные центры на территории Швейцарии с процессуальными функциями. Это означает, что в этих центрах можно сдать биометрические данные свои, отпечатки пальцев и сделать фотографию, и заполнить первоначальные формуляры. Это упрощенная процедура интервью. Поскольку не надо у каждого человека спрашивать, по каким причинам вы покинули страну, и так понятно, по каким, и эта причина у всех одна – это война. И, соответственно, каким путем вы пересекали границу и как вы достигли Швейцарии – это тоже вопрос, который самоустранился. В отличие от общего порядка, предусмотренного для беженцев категории F, как правило, беженец просит предоставить ему убежище, пересекая первую границу со своей страной, где он, в принципе, должен обратиться к любому полицейскому и сказать: я беженец, мне нужно убежище. И полицейские сопровождают в такие центры регистрации, и там вот проходила уже официальная процедура. В этом случае коридор зеленый был открыт, и все беженцы имели возможность перемещаться по всей территории Европы, потому что правительство этих стран, включая Швейцарию, понимало, что гораздо проще будет, если люди достигнут хотя бы какой-то точки, где есть у них знакомые, близкие, родственники, друзья или волонтеры, готовы их разместить. Иначе бы с этим потоком по-другому правительство этих стран не справилось.
Этот момент был урегулирован, и вот такой зеленый коридор был предоставлен. В настоящий момент продолжается поток беженцев, и мы ожидаем, в том числе я, своих друзей, коллег, юристов, которые пытаются выехать сегодня с территории Украины и достичь Швейцарии, где мы их просто примем в свои дома. Ну и также приходит огромное количество людей, которое просто едет в никуда. Тогда они имеют возможность через такие вот серверы, платформы, как мы, как чаты, организованные в огромном количестве, обращаться за помощью волонтеров. И таких людей, как правило, встречают волонтеры и сопровождают их в центр регистрации беженцев. Что дает Центр регистрации беженцев? Центр регистрации может расселить людей на ночлег, которым негде остановиться, переночевать, у которых нет никаких знакомых, куда они могли бы обратиться. Предполагалось в пятницу, когда они только открыли регистрацию, что люди, прибывающие, могут там поселиться и при регистрационных действиях у них изымались, депонировались личные документы, персональные, паспорт, и предоставлялось такое временное удостоверение, к которому прикреплена фотография. Впоследствии это удостоверение будет обменено на пластиковую карточку, как у всех проживающих и имеющих вид на жительство в Европе. Где-то она называется ID, да, в Швейцарии, в немецкоговорящей части это называется Aufenthaltsbewilligung, резидентство, многие говорят, это самое, там документ. Вот, но поскольку поток этот был велик и невозможно было оставить людей на 2 недели, то швейцарские власти, они предусмотрели перемещение людей, прибывающих на ночлег в федеральные службы, федеральные регистрационные центры, и стали перераспределять беженцев по другим жилым объектам. Были вовлечены в это гостиницы, госпитали. Вот один из наших сотрудников нашего проекта была позавчера в госпитале, где предоставили для временного размещения беженцев целый этаж в госпитале Тримли. И, соответственно, там есть койко-места, и людей можно размещать на ночлег. Понятно, что комфортные условия всегда отличаются. Если вы приехали к близким и друзьям, вас могут разместить у себя, и это домашние условия. Люди, которые вынуждены, не имея никаких возможностей остановиться у знакомых, они останавливаются там. Но все, что необходимо в этих центрах, оно имеется. Это и ночлег, питание. В отелях также людей кормят. Ну и, соответственно, там они могут прийти в себя и начать процедуру регистрации, получения официального статуса беженца с предоставленным документов, подтверждающих этот статус и являющимся основанием для проживания на территории Швейцарии. Что происходит с персональными документами? Поскольку статус защиты С, как и любой статус беженцев, предполагает, что люди не могут выехать на свою родину и пребывать на ней, потому что им грозит опасность, то до тех пор, пока эти обстоятельства не отпадают, пока военные действия в данном конкретном случае с Украиной не прекратятся, и людям не будет грозить смертельная опасность находиться на этой территории, до тех пор этот статус будет предоставлен. Предоставление статуса и выдача этого документа – это право, а не обязанность человека. Очень часто задают вопросы, а можем ли мы, если нам психологически будет тяжело проживать в другой стране, все-таки вернуться в Украину, если
как бы, даже если война официально не закончится. Конечно, вы можете это сделать, потому что, я повторяю, это право, а не обязанность. Но я не могу сейчас утверждать, но по моим последним сведениям, с кем я общаюсь из Украины, несколько дней назад границы на въезд жителей, мирных жителей, он был приостановлен. Или на некоторых погранпостах он был вообще закрыт. Поэтому физически из цели безопасности своего населения правительство Украины временно прекратило въезд в страну. Из страны, да. Теперь давайте поговорим о сроках, на которые предоставляется этот статус защиты С. Законодатель предусмотрел, что статус защиты С предоставляется на 1 год, но не более 5 лет. И если в течение 5 лет обстоятельства на Украине не изменятся, то эти люди имеют право получить уже статус Б. В течение этих 5 лет статус С, в котором срок действия будет указан 1 год, продлевается за 2-3 недели вам по месту вашего регистрации, когда вы найдете место вашего постоянного жительства, будет присылаться соответствующий формуляр. Мы ближе к этим моментам, когда эта ситуация наступит, расскажем, что это за формуляр, как он заполняется, какие сведения вы там предоставляете, как правильно оформить те или другие пункты или графы, и вы обратно отправляете эти документы в миграционную службу. Сами люди не приходят напрямую в миграционную службу и не подают туда никаких документов. Работа с миграционными органами организована таким образом, что люди контактируют напрямую с местными органами власти. Они в немецкоговорящей Швейцарии называются Gemeinde. То есть если понять, как административно-территориальное деление устроено, да, то Швейцария является конфедерацией, она разделена на кантоны. Кантоны, в свою очередь, разделены на Гемайнда. Гемайнда – это более мелкое, можно сказать, муниципальное образование, да, это община, коммуна во французской части, по-моему, она называется. То есть тот, кто проживал в городах, я не знаю, это, не знаю, управа или муниципальное образование какое-то. Там как раз есть все отделы, которые отвечают за жизнедеятельность жителей, которые проживают в данном Гемайнде. Там есть отделы, которые регистрируют всех жителей. И именно там будет происходить ваша окончательная регистрация. Итого, с момента, когда вы прибыли на территорию Швейцарии, первые 2 возможности, да, у нас имеется: либо поселиться у кого-то, временно разместиться, либо при отсутствии такого жилья обратиться в федеральные центры по размещению беженцев. После того, как вы пройдете официальную регистрацию в системе и зарегистрированы будете как просящий предоставить вам беженца, то есть вы подаете ходатайство о предоставлении вам статуса защиты С. Эти документы направляются в миграционные центры, и они производят вот эту пластиковую карточку, там, электронно, мануально, не знаю, каким образом они это все осуществляют. Соответственно, они обрабатывают ваши биометрические данные, данные анкетные и выдают карточку. Когда возникают вопросы у некоторых граждан: вот я сдал все документы, мне еще ничего не пришло. Хочу вас сориентировать, что, как правило, в обычном порядке продление документов или выдача первоначального документа в повседневной жизни, не в экстренных ситуациях, в Швейцарии занимает
от 2 до 4 недель. Это нормальные сроки. Законодатель в данном случае предусмотрел 1-3 дня. У нас есть уже, у нас есть, секундочку, мне тут предлагают какую-то лицензию купить. А, У нас есть люди, которые уже получили этот статус. Вот буквально в среду, по-моему, первые клиенты, обращавшиеся за просьбой предоставить убежище, уже получили этот статус. Далее, только с этим статусом, при наличии этой карточки, вы начинаете считаться резидентом этой страны, и у вас есть все права на регистрацию по месту жительства, регистрацию заключения договора аренды, открытие банковского счета. Сегодня мне первая наша клиентка тоже задавала этот вопрос, а могу ли я уже открыть банковский счет? Нет, до момента, пока вы не получите вот эту карточку, вы другие действия не можете совершать, потому что счет в публичном банке открывается только при наличии вот вида на жительство, когда вы являетесь резидентом. Иностранцам открыть в публичном банке невозможно, поэтому просто терпеливо ждем получения вот этой пластиковой карточки. Также вы с момента вашей регистрации на вас полностью распространяется медицинское обслуживание. Это означает, что как только вас завели в базу, но у вас нет еще этой пластиковой карточки, вы имеете право на любую медицинскую помощь и поддержку. Куда нужно обращаться в экстренных случаях? В экстренных случаях за медицинской поддержкой вы обращаетесь в любое медицинское учреждение. В немецкой части они называются шпиталь. Да? В Цюрихе это шпиталь, в Базеле это Базельский госпиталь, в Варгау, по-моему, в Бадене у них находится, ну и так далее. Они есть везде. Это самые крупные в любом Гемайнде. Вот в Хоргене есть Зейшпиталь. Это тоже Гемайнда, который в кантоне Цюрих, но к нему приписан, по-моему, и Тальвиль. В общем, каким-то образом вы эти медицинские учреждения сможете найти в интернете. Просто забиваете госпиталь. Сейчас даже можно и переводить эти все слова на другие языки через транслейтер. То есть такой большой сложности сейчас не составляет. И вы направляетесь прямо туда, обращаетесь в приемное отделение. Пытаюсь понять, как называется это по-русски, да? Notfallstation, да? То есть вы обращаетесь в приемное отделение, куда прибывают по скорой помощи. Ну и вы тоже туда. Когда вы с экстренными случаями обращаетесь за медицинской помощью, например, у людей закончились медикаменты, которые они регулярно должны принимать, но у них нет, они закончились, да, и нужен рецепт, и чтобы врач их выписал. Особенно это касается таких тяжелых заболеваний, как раковые заболевания. Это дорогостоящие медикаменты. Раньше им предоставляли это в раковых центрах в Украине. И, конечно, вот с этими вопросами, не требующие отлагательств, нужно обращаться напрямую именно туда. Если нужно пройти какие-то срочные процедуры, обследования, сдать анализ, кому-то нужно что-то контролировать, люди с хроническими заболеваниями, которые чувствуют какое-то ухудшение состояния, все, не дожидаясь получения этой карточки, на вас полностью распространяется медицинская страховка. Медицинская страховка не будет отдельно заключаться со страховыми компаниями, насколько мы сейчас из практики это понимаем и насколько мы это обсуждали со всеми коллегами, ну и созваниваясь в том числе с Министерством здравоохранения и с госпиталями. Да, в обычных случаях беженства, то все равно заключается договор медицинского страхования с застрахованным лицом,
В этом же случае они, наверное, решили, они, я называю это государственные службы, они приняли решение, что будет разумнее, если они отчисления на всех застрахованных беженцев будут из бюджета напрямую переводить страховым компаниям. И у вас не возникнет необходимости выбирать себе ту либо иную страховку, определяться, какая она базовая, какая у вас франшиза, что у вас покрывается, что у вас не покрывается, какие документы вы должны предоставлять в страховую компанию для возмещения медицинского обслуживания, которое вы прошли или нет, как вам правильно платить ежемесячную премию. То есть государство взяло на себя все эти функции и хлопоты и напрямую обеспечивало вас медицинским страхованием. Когда вы получите уже вот эту страховую, когда вы получите удостоверение о статусе защиты С, я думаю, что, скорее всего, вам всем вышлют вот эту страховую карточку медицинскую, которую все жители, граждане и все резиденты имеют на руках. Без медицинской страховки в Швейцарии проживать нельзя. Без медицинской страховки, поэтому если даже кто-то будет здесь умирать на улице или что-то с ним будет случиться, не волнуйтесь, в Швейцарии никого на улице не оставят, приедет скорая помощь, заберет и будет дальше потом определяться, к какой страховой компании этот человек относится и, соответственно, будет его лечить. Шока у никого нет, какой счет тебе выставит страховая компания, потому что все застрахованы. Это вот часть социальной политики Швейцарской конфедерации. Далее, это о том, когда вам, скорее всего, вот такую карточку пришлют, медицинскую, и у вас уже будет тогда 2 документа. Документ, удостоверяющий, дающий вам проживание, право на территории Швейцарии, и медицинская страховка. Если вам нужно плановое какое-то пройти медицинское, получить медицинскую услугу, то в месте вашей регистрации, где вы будете проживать, есть служба, которая отвечает за медицину, скажем так, просто, да. И у них есть возможности выдавать вот такие бесплатные талоны на посещение местного врача. В основном медицинское обслуживание в Швейцарии делится там на несколько категорий. Это либо модель house arts, то есть это ваш домашний доктор, и вы при любом недомогании, признаках вашего заболевания обращаетесь к этому домашнему доктору, он вас обследует, и если понятно, что вас нужно направить к другому специалисту, это не заболевание, которое носит, ну, грубо говоря, терапевт, и они чаще всего совмещают несколько смежных медицинских отраслей, то есть они могут быть терапевт, кардиолог, пульмонолог, может быть, даже, да, ну, вот такой вот врач общих заболеваний. Если же вам необходимо направить, не знаю, гинекологу женщины или там к урологу, хирургу или еще что-то такое, то вот этот вот домашний врач и дает вам направление и перенаправляет вас к другому специалисту. Если нужно сделать обследование, если нужно сделать МРТ, если нужно сделать рентген, ну и другие какие-то там медицинские всякие процедуры, то это все делается через House Arts. Я думаю, что беженцы как раз и будут причислены вот к этой виду медицинской страховки модель House Arts. Потому что там другие виды страховок, как получастная или частная, в немецкой части Швейцарии это называется Halbprivat или приват, они предполагают, ну,
более высокий сервис медицинского обслуживания, скажем, это одноместные палаты в случае госпитализации, там, консультации профессорского какого-то состава и так далее. Но не думаю, что это вот сейчас вот является темой для разговора. А вот про медицинскую страховку, скорее всего, вот по такому принципу. И возвращаясь к Гемайне, вам нужно, не знаю, ребенку маленькому сделать прививку, да, или посмотреть, все ли с ним там в порядке, там у них какой-нибудь там плановый осмотр. Или вам нужно там, у вас сахарный диабет, вам нужно еще что-то проверить, там, я не знаю, то тогда вы обращаетесь до момента, как вам выдадут вот эти вот карточки, вы обращаетесь в Гемайне, и они в случае необходимости могут выдать вам вот этот бесплатный талон на посещение местного врача, обслуживающего или находящегося на территории этого Гемайна. Далее. А, Теперь давайте рассмотрим вопросы проживания. Они сейчас самые насущные. Люди, которые уже добрались до территории Швейцарии и где-то разместились, либо у близких знакомых, либо им предоставило какое-то временное место жительства ам, Центр регистрации беженцев, каким образом организована эта работа? Есть общественные организации, например, Кампакс, которая в сотрудничестве с городскими службами и непосредственно с федеральным центром и с организацией по защите беженцев, они создают общую базу недвижимости, которая предназначена для размещения беженцев. Что это означает? Это означает, что а, федеральные органы прекрасно понимали, что они обладают неким лимитом недвижимости, которую они могут предоставить или которая у них была в наличии. У них был свой жилищный фонд. Поэтому, когда мы сейчас часто слышим о том, что квоты закончатся, везде была цифра, очень часто фигурирует в чатах, там 10 тысяч, а всех остальных не возьмут, то эти цифры берутся именно оттуда. Изначально каждая страна имеет определенный жилищный фонд для предоставления беженцев, и он действительно составлял порядка 10 койко-мест. Они были заняты около 5000. Соответственно, оставалось 5000, вот отсюда и возникали все вот эти недоумения, страхи и искаженная информация, что вот сейчас 5000 только возьмут, а всех остальных не возьмут. Заявляю официально, потому что мы уже неоднократно обращались в органы муниципальные и в федеральные органы за разъяснением. И была вчера опубликована информация, даже они уже не выдержали и сказали: нет никаких квот. Так вот я подтверждаю, что никаких квот нет. И их не может быть, потому что европейские страны, включая Швейцарию, мы не можем предположить, сколько будет у нас беженцев. Это может быть, не знаю, 1 000 000, 2, 3, 5, 10 – это неизвестно. И именно подойдя гибко к решению этого вопроса, швейцарское правительство обратилось за помощью ко всем жителям страны, которые имеют и владеют недвижимостью, и сдают его, извлекая из этого доход. В Швейцарии, как правило, никто напрямую хозяева недвижимость не сдают. Это осуществляется через управляющие компании. Поэтому собственники жилья заключают договор вот с такими управляющими компаниями, предоставляют им возможность управлять их недвижимостью, находить арендаторов, освобождать квартиры после того, как арендатор расторг договор, обновлять квартиру, осуществлять как бы,
Райнигунг, не знаю, как это сказать. Ну, в общем, приводить, вымывать всю квартиру, прежде чем заселится другой житель последующий, да. Это определенная структура, она очень хорошо согласованно работает и функционирует в Швейцарии. Поэтому вопросы людей той категории, которые говорят: а могу ли я снять жилье сам, если мне не нужно социальное жилье, которое мне предоставит из жилищного фонда государства, или же это будет тот жилищный фонд, который граждане этой страны изъявили желание предоставить это жилье беженцам. Да, вы можете снять это жилье самостоятельно, найдя его, но вы можете его снять только после того, как вы получите и будете иметь вид на жительство с категории «статус защиты С». До получения этого вида на жительство с вами не заключит никто договор. Потому что заключают договоры только с резидентами. Это так же, как и с банками. Поэтому я понимаю, что в наших постсоветских странах и то, как мы жили в последних реалиях после перестройки, да, у меня есть деньги, я иду на рынок, мне предлагается жилье, если оно меня устраивает, я договариваюсь с хозяином или с риэлторами, которые мне озвучивают цену, мы обе стороны, договорившись, подписывают договор в 90-е годы и даже, не знаю, может быть, сейчас уже подписывают все-таки договор, но в 90-е годы даже и договор не надо было никакой подписывать. Деньги передаем наличными хозяеву или там ему как-то перечисляем, и все. Так здесь не работает. Чтобы не было как бы, никаких неправильного понимания, как мне снять жилье, только вот так. Поэтому первый шаг – это прибытие, второй шаг – размещение где-то, третий шаг – регистрация в федеральных центрах, четвертый шаг – получение вида на жительство, пластиковой карточки по адресу, который вы укажете, куда вам ее прислать. И пятый шаг тогда уже снятие индивидуального жилья, которое можно на рынке тоже снять, у кого есть такие возможности и средства самостоятельно оплачивать это жилье. Ведь Украину вынуждены покинуть и люди-предприниматели, у которых такая возможность есть. И это тоже очень часто встречающийся вопрос. Далее. Иду дальше по пунктам закона. Защитный статус С предоставляется соответствующим лицам на право проживания. Они могут присоединяться к членам семьи, своей семьи, имеют право на жилье, поддержку и медицинское обслуживание как временно принятые лица. Дети могут ходить в школу. Значит, смотрите, относительно этого абзаца. Все рассказала про медицину, да, понятно, что она распространяется. Про жилье тоже дала пояснение. Единственное, сейчас вот еще сделаю вернусь вот к тому, с чему я начинала, как происходит вот эта вот регистрация и пополнение вот этого списка жилья, имеющегося в распоряжении государства, которое вам предоставляется. Потом расскажу про детей, но вот в этой части, что касается детей, здесь дети могут ходить в школу. Вот дети посещают школу с первого дня, как только вы где-то разместились, ну, скажем так, более-менее постоянно, да. Если вы разместились у знакомых, значит, дети ваши начинают ходить в ту школу, где живут ваши знакомые, если вы там проживаете, ну, не знаю, более 2 недель, или они вам сказали, можете месяц, 2, 3 у нас остановиться, то дети прям туда с первого дня, не дожидаясь никаких регистрационных действий, не дожидаясь никакой выдачи документа, обращаются непосредственно в администрацию школы и всех детей принимают. Детей тестируют на знание немецкого языка, если вы находитесь в немецкоязычной Швейцарии, или на французский язык, во французскоязычной Швейцарии, или итальянский язык, который относится к тем кантонам и итальяноговорящим.
Но по уровню знаний иностранного языка формируют группы. Изучение иностранного языка для того, чтобы ребенок мог воспринимать программу учебную на том языке, не на родном языке, они формируют либо ускоренные курсы, либо классы они формируют из них, где они быстро-быстро осваивают язык. И в зависимости от уровня знаний распределяют в какие-то классы, ну, которые соответствуют там так, как определит сама администрация. Не надо пугаться того, что мой ребенок там был, там, не знаю, в 9 классе, а его посадили там, например, в 8. Здесь ни для кого не является это шоком, но каждый ребенок совершенно спокойно может идти по какой-то индивидуальной программе, и это не является здесь: "Ой, он двоечник, отсталый, все, давайте будем его гнобить", и прочее. Этого здесь нету, скажем так, в массовом количестве. Но так как у меня уже дети взрослые, здесь они в школу не ходили, то я думаю, что когда вы будете обращаться с какими-то вопросами, то у нас есть среди волонтеров люди, дети которых посещают школы, которые очень хорошо знакомы с деталями образовательной части, и мы будем делать специальные вебинары, которые будут посвящены, например, только образованию. Да? Школа, из чего она состоит, из каких уровней, как происходит процесс образования, кто куда переходит, где гимназии, где леры, дальнейшее профессиональное образование. В общем, все это будет отдельными такими блоками, а дальше нами рассказываться. Дальше. Соответственно, вот определились, да, все дети сразу в школу, ничего не ждем. Дальше. Как вы ищете себе жилье? Вот вы вчера, например, подали свое заявление в федеральный центр. Документы приняли, отпечатки пальцев сдали, сказали: "Ждите, мы вам все пришлем по адресу, который вы указали". Вы хотите начать уже поиски жилья, потому что вам, ну, неудобно, и вам нужно, естественно, найти какое-то свое прибежище и людей, приютивших вас, освободить и переехать уже. Да, вы можете этим вопросом заняться. Поэтому процедура такая. До момента, пока вы не получили этот статус, вы можете обратиться в Кампакс. Там есть тоже сотрудники, с которыми мы напрямую коммуницируем. Вы обращаетесь к нам, мы вас переправляем на консультацию, где вы получите консультацию о порядке заключения договора. Но договор как процедурные вопросы вам расскажут, да. А, Эти общественные организации, они эм, формируют объем всех заявок, поступающих, и к этой базе имеет доступ как федеральный центр, так и центр по предоставлению помощи беженцам. Договоры заключает вот этот именно центр, ну, в немецкоговорящей части, во всяком случае в кантоне Цюрих, это действует именно так. То есть, обратившись в центр по предоставлению помощи беженцам, они организуют вам просмотр жилья, но имея базу Кампакса, возможно, сотрудники Кампакса также вам организуют встречу с собственниками жилья, чтобы вы посмотрели жилье, определили там как бы условия. И из нашего последнего совещания, которое мы провели с коллегами, швейцарскими адвокатами, мы думаем, что это будет заключаться, так сказать, так называемый трехсторонний договор. Либо это двухсторонний договор, но с поручительством со стороны государства в лице миграционных органов. Почему это будет сделано? Потому что понятно, что вопросы оплаты аренды государство берет на себя. В этой части это и есть та часть вашей социальной поддержки и помощи в том, что вам не нужно платить за жилье. Что это означает? Это означает, что этим трехсторонним договором вы будете стороной
арендатором. Арендодателем будет либо собственник непосредственно, либо, как я сказала, управляющая компания, но гарантом оплаты этого жилья будет выступать некая организация, не знаю, кого они назначат и уполномочат на это, которая будет гарантировать, что платежи ежемесячно и регулярно будут поступать собственнику жилья. И из федерального бюджета, думаю я, эти деньги не будут вам перечисляться в качестве части вашей социальной помощи, а напрямую через вот эти уполномоченные структуры переводиться на счет собственника этого жилья. Соответственно, у вас не будет необходимости оплачивать эти квитанции, которые регулярно будут к вам поступать, и здесь нужно все платить своевременно. Оплата жилья должна производиться до 31 числа текущего месяца за то есть как бы на месяц вперед вы платите. Предоплата как бы, да. Здесь еще есть такое понимание, как кауцион. Что такое кауцион? Это залог. Вы пришли к собственнику, он говорит: хочу залог за 2 месяца. За первый месяц, что вы его оплатили и вселяетесь в мою квартиру, и за последний, за 2 месяца, да. Вот кауцион приблизительно это то же самое, только здесь, как правило, размер кауциона составляет 3 месяца. И, соответственно, этот кауцион держится не в руках собственника жилья или управляющей компании, а он депонируется на специальном счете. Он там этими деньгами не может пользоваться ни собственник жилья, ни вы. И только в случае того, когда договор уже будет расторгнут, и будет подписан протокол, фиксирующий все дефекты, нарушения, или, которые могут относиться к нормальному взносу, а которые могут не относиться, это то, что должно быть компенсировано, то из этого залога как раз и происходят вот эти вычеты. И оставшаяся сумма за эти 3 месяца, за минусом того, что нужно отремонтировать в квартире, то что подлежит ремонту, вам возвращается. Там тоже есть много тонкостей и деталей. Я сейчас не буду в них углубляться, потому что вопросом аренды жилья, покупки жилья, ипотеки, возможности всех, так же, как и про образование, будет отдельный вебинар, и там мы будем эту тему раскрывать. Итак, вы пришли, вам рассказали, вот такие квартиры есть, вы выбираете, понимаете, в каких районах вы можете разместиться. Законодатель также на днях подтвердил, что если у вас в каком-то месте проживают ваши родные, близкие, то у вас будет возможность поселиться в этом же месте, где они проживают. Это сделано из социальных и интеграционных целей, потому что прекрасно государство понимает, что чем ближе вы будете находиться к людям, которые вам могут помочь, нет никакого смысла вас из кантона Цюрих, например, переселять в кантон Фрайбург, да, или там в Женеву вас отправлять. Ну, это неразумно. Поэтому я думаю, что здесь вот будет некая какая-то лояльность к выбору жилья. Но одновременно с этим вам нужно понимать другую простую вещь. Жилье, оно не безгранично, оно имеет свои лимиты, да, и совершенно понятно, что если все жилье было занято и там в Гемайде такому-то осталось только, там, не знаю, 50 единиц жилья, то когда они закончатся, то этого жилья там просто не будет, и придется рассматривать возможность искать альтернативные, как на обыкновенном рынке, вот и все. Что сделало государство, привлекая всех собственников, имеющих это жилье? Оно просто договорилось с этими собственниками, что они будут гарантировать оплату. Оплата это будет, конечно, чуть ниже, чем рыночная стоимость, но вполне соразмерно.
И люди, понимая, что они выполняют некую социальную свою роль, предоставляя свое жилье по более заниженной ставке, но помогая государству в трудный момент и тем самым расселяя беженцев, которым нужна эта помощь. Это то, что касается жилья. Вы выбираете и, соответственно, вот, ну, потом, когда вы уже определитесь, то с вами заключат договор аренды, вы получите ключи, получите доступ, с вами проведут инструктаж, как там, чем пользоваться и как это все функционирует, там, не знаю, про оплату электричества, наверное, расскажут. Мы тоже это будем рассказывать, вот как раз-таки в блоке, касающиеся недвижимости, аренды и прочего. Э, Хочу обратить внимание как раз к тем людям, которые говорят: а могу ли я снять сам? Да, но вот здесь вот нужно будет понимать, что вы можете это жилье снять, но вам нужно будет вот эту цену за 3 месяца заплатить. Кроме того, вам нужно показать свою платежеспособность, что у вас денег не только на первый месяц или 2 или 3, да, а что вы имеете какой-то доход. Например, вы ведете предпринимательскую деятельность не на территории Швейцарии, может быть, по всему миру, там я еще не знаю где, да, но и у вас есть этот доход. Если вы доказываете источник своего дохода, что он у вас регулярный, постоянный, и на счету имеется какая-то, ну, значимая сумма, ну, хотя бы в размерах на 1 год, да, или на 1,5, то вполне возможно, что совершенно безболезненно вы можете рассчитывать на такую аренду. Почему это будет требоваться со стороны управляющих компаний недвижимостью или собственников? Потому что у них других гарантий нет. Как правило, люди здесь имеют работу, они получают зарплату. При выборе арендатора эти все документы предоставляются. Вы указываете, какой ежемесячный доход вы получаете, и, соответственно, управляющая компания или собственник, они понимают: «Мгм, хорошо, этот человек может рассчитывать на такое жилье». И здесь жилье, вы не можете на всю зарплату, которая у вас есть, снять жилье. Если у вас там зарплата 5 000, вы не можете себе выбрать жилье на 4 000, потому что, ну, жилье не может составлять почти полную стоимость вашего дохода, потому что вам просто такое жилье не сдадут, и вам предложат снять, вы будете иметь возможность снять жилье дешевле вследствие с расчетом вот этой вот потребительской корзины, потому что деньги, которые вам нужны на пропитание, медицинскую страховку и так далее, они тоже все будут рассчитывать. Поэтому все, что касается индивидуального поиска жилья и самостоятельно заключить договор аренды, это будут дополнительные разъяснения. Они пока еще не ясны. Мы в этой ситуации оказались впервые. Поэтому будем ждать разъяснений. Мы сами инициируем эти вопросы, получим разъяснения. Мы в своем телеграм-канале это опять-таки изложим. Дальше идем. При наличии статуса защиты С соответствующим лицам разрешается выезжать в иностранные государства без разрешения и возвращаться в Швейцарию. Огромное количество вопросов по этой теме. Смотрите, статус беженца предполагает, который вот у меня был, например, предполагает, что я не могу возвращаться в страну, из которой я выехал, где мне грозит опасность. Со статусом защиты С ситуация немного другая. Здесь законодатель предусмотрел возможность перемещения с этим статусом по территории Европы точно. То есть когда вот мы с коллегами швейцарскими тоже адвокатами этот вопрос обсуждали в понедельник, да, то мы трактуем это именно так, что вся шенгенская зона вы сможете без разрешения миграционных служб специальных выезжать беспрепятственно и въезжать. Германия, Италия, Испания, Греция и так далее и тому подобное. Что касается других стран, например, мне нужно полететь в Малайзию куда-то, то вот в этих случаях
скорее всего, придется брать разрешение в миграционных органах на выезд, и они вам будут, скорее всего, ставить въездную визу. Почему? Ну, предполагается, что если вы живете и вас государство обеспечивает, то мы максимально быстро социализируемся и становимся социально полезными, а не начинаем путешествовать по всему миру, да? Что может быть основанием для того, чтобы разрешили такой выезд? Основанием для разрешения в другие дальние страны являются веские причины. Например, у меня там невеста, я еду там знакомиться со своими, там, не знаю, будущими родственниками, или кто-то умер, или кто-то там родился, или какой-то юбилей. Ну, в общем, какие-то значимые причины, которые вы должны будете изложить миграционным службам, и они вам, соответственно, тогда выдадут вот эту вот визу. Отдельная часть – это посещение Украины. Мы тоже это обсуждали. И мы думаем, что, ну, во-первых, я уже говорила о том, что сейчас приостановлен въезд в территорию Украины. Если кто-то знает более подробную информацию, и она ну, не такая, или на каких-то пограничных пунктах пропускают, на каких-то не пропускают, мы будем очень благодарны, если вы с нами этой практической информацией с места поделитесь. Это очень важно, потому что мы тогда хотя бы сможем ну, из ваших уст понимать, какова реальная обстановка. Считается, что предоставив статус защиты, государство другое вас защищает, потому что вам там небезопасно. Поэтому вопрос «я хочу все-таки туда поехать», я думаю, будет он рассматриваться, что вы принимаете решение отказаться от этого статуса защиты С. И, к сожалению, это вот пока так. Давайте дождемся, потому что здесь вот это первый документ, который вышел, да, он всего на раз, два, три, на 4 страницах. Он не может охватить сразу все, потому что они бы тогда месяц сидели и прорабатывали все у нас. Они глобально очертили все, что будет относиться к этому статусу. Как к любому закону будут разъяснения и правоприменительная практика. Мы их тоже ждем. И прошу всех набраться терпения. Я понимаю, что всем хочется узнать, а что же будет со мной через месяц, через 3, через 5 и через год. Но в таких случаях я клиентам отвечаю: но мы с вами прекрасно понимаем, что мы не можем даже гарантировать, что мы завтра с вами проснемся. Нам этого не дано знать, кто из нас когда умрет. Поэтому, ну, в данной ситуации это просто неразумно планировать так далеко. Надо просто потерпеть и дождаться разъяснительных разъяснений со стороны миграционных служб, и они это прояснят. Мы эти вопросы уже туда задали. Дальше. Лица со статусом защиты С получают социальную помощь и имеют возможность заниматься оплачиваемой работой, включая индивидуальную трудовую деятельность, требующей разрешений без периода ожидания. Да, совершенно верно. Как только вы получаете статус С, вы имеете право искать любую работу, которую вы найдете на рынке труда. Конечно, если у вас есть знания языковые, вам гораздо легче будет найти работу. Если нет таких знаний, то этот процесс будет посвящен сначала языковой интеграции. И дети будут изучать язык и посещать языковые курсы при школах, взрослые будут посещать языковые курсы и обучение языку в специальных языковых, они тоже называются школ, но микрошуле, в общем, с кем они из языковых школ заключат договоры, туда вам и будут, скорее всего, давать направление на изучение языка. Координироваться, думаю, по логике, это будет также через Gemeinde, в общем, сельсовет, не знаю, администрация местная, куда вы обращаетесь с этими вопросами.
Мы обзваниваем регулярно многие гемайнды и спрашиваем, есть ли у них разъяснения по тем или иным вопросам. Нет, многих вопросов они и сами еще не знают, они также от законодателя ждут этих разъяснений. И это опять к вопросу относимся терпеливо и просто ждем. Это вопрос, трудовой, да. Теперь частый вопрос: могу ли я, зарегистрировать свою компанию или могу ли я, зарегистрировать себя как индивидуальный предприниматель? Да, можете. И я думаю, что в этом тоже вы получите, максимальную, и лояльное содействие со стороны этих органов. Тот, кто может, эту деятельность осуществлять, это только будет приветствоваться. Вы можете зарегистрировать себя либо как индивидуальный предприниматель, там не требуется никакого, уставного капитала, и это деятельность, которая осуществляется непосредственно вами. Она, регистрируется на имя человека, а не на, как бы, ну, некое символическое, брендовое название или там, тот, фирменный стиль, который вы там предусмотрели, еще что-то такое. Там всегда фигурирует, имя человека. Ну, например, там, я не знаю, фрау Майер, булочница там или что-то такое, да, пекарь, там, ну, там, не знаю, пошив одежды, ремонт обуви. Ну, это предусмотрено было для таких мелких, мелких предпринимателей, которые осуществляли какую-то свою такую небольшую дело, лавки какие-то держали, ну, как всегда это было. Мелкий бизнес, он всегда нас спасет даже в период войны, он всегда выживет, это говорилось. В том числе это могут быть и консультанты, это вот как фрилансеры. Вы можете, фрилансеры тоже могут себя здесь зарегистрировать как индивидуальные предприниматели. Я там, не знаю, программист и пишу там коды, и у вас есть, например, предложение по этим IT каким-то услугам. Я там, ну, не знаю, там ландшафтный дизайнер и, там превращу ваш, сад, в красивый и цветущий, да, тоже не возбраняется. Ну, кто что умеет, тогда вот все, что касается индивидуальной трудовой деятельности, регистрации и регистрации юрлиц, опять же, это одна из тем интеграций, и мы по ней будем проводить индивидуальный, вебинар. И всё там более подробно расскажем. Здесь, я просто подтверждаю, как будет, как интерпретирует это законодатель, что это все разрешенная деятельность. А, Социальная помощь. То есть про то, что на работу пойти можно, знаем, про индивидуальную трудовую деятельность регистрировать знаем, особых разрешений, они будут, в ускоренном порядке, проводиться. Социальная помощь. Социальная помощь — это те денежные средства, которые вам будут перечисляться на проживание. Все задают: а какая это сумма? Значит, в Швейцарии, эти денежные средства, мы во всяком случае не слышали пока формулу, по которой это будет рассчитано. Они рассчитают, скажут, как они будут это, исчислять, и, озвучат. Этот вопрос официально пока нигде не прозвучал. Но из практики, которая понятна и которая, применяется в других случаях, когда человек теряет работу, он становится инвалидом или еще что-то такое, и он просит социальной помощи от государства, тоже есть определенный принцип. Поймите, пожалуйста, что социальная помощь рассчитывается индивидуально от условий каждой конкретной семьи. В одной семье 6 человек, там малолетних двое, там, среднего возраста еще там трое и один уже взрослый — это одна ситуация, да, и семья из 2 человек, мама и ребенок, которые прибыли, то
на одного человека всегда требуется больше денежных средств, потому что одному человеку сложнее купить, э, ему нужно как бы купить и то, и то, и то, и то, и это он долго будет расходовать, но ему это нужно купить, да? Ну, не знаю, там подсолнечное масло он будет гораздо дольше использовать, но ему эти денежные средства нужны. Там есть какая-то у социальных служб своя форма расчета. Есть потребительская корзина, фигурировали цифры, что это будет ну, порядка 450 на человека, но я думаю, что это не путем прямого умножения количества людей на эту сумму. Потому что, естественно, если у вас больше детей, то вам будет меньшая сумма на каждого из них выделяться, да. А, ну, в общем, какая-то будет формула, я вам не могу сейчас этого сказать, и конкретную сумму вам сейчас никто не назовет. Сегодня я слышала от одного источника, но он пока не проверенный, что как-то там типа, я не знаю, 80 франков на день. Я не помню. Вот врать не буду, нет, по-моему, нет. Или 8 франков на день. Не помню. Кто-то мне вот из коллег звонил, и мы очень в быстром режиме это говорили. Главное, что на что я хочу обратить ваше внимание. Смотрите, а, Швейцария, она действительно социальное государство. И поэтому вам денежных средств для того, чтобы прожить и иметь прожиточный минимум и себя прокормить, он будет достаточно. Конечно, может быть, пока вы не пойдете работать, и все, у вас не будет возможности посетить там ресторан или там пойти на балет, и купить дорогостоящую одежду или еще что-то такое, да. Но прожить на эти деньги абсолютно можно. И это нормальная потребительская корзина питания. Я не знаю, я вот одна не трачу больше 200 франков на еду в месяц. Ну, не знаю, может быть, хотя я ни в чём себе не отказываю в плане того, что если мне хочется есть фрукты, я их ем, если мне хочется, есть рыбу, я ее ем. Ну, то есть, не знаю, как-то, в общем, вы за это не переживайте. Цифру вам никто пока не скажет. И вот, поэтому мы проговорили все, что, предоставляется для, людей, которым предоставлен статус защиты С. Проживание, мы про него поговорили, социальная помощь, про нее проговорили, а, ваше передвижение, мы про него проговорили, работа, проговорили, индивидуальная трудовая деятельность проговорили, образование, языковая интеграция, это все проговорили. Далее. Лица со статусом защиты С получат, да, это вот было, да, ниже идем. Кантоны получают от конфедерации общую единовременную сумму для лиц со статусом С. Она включает в себя долю на расходы по аренде жилья, расходы на социальную помощь и уход, взносы на медицинское страхование и так далее. Речь идет о категории лиц со статусом С. Вот то, о чем я вам и говорила. Поскольку каким-то образом будет урегулирован вопрос оплаты аренды, напрямую, скорее всего, будет производиться оплата медицинской страховки, а, то останется то, что вам будет перечисляться на счет, только сумма на проживание и уход. Что касается того, куда она будет перечисляться. Вопрос, могу ли я открыть счет в банке? Говорила, сначала вы регистрируетесь, получаете, и потом банки вас регистрируют. И, скорее всего, вот этот счет в банке вам нужно будет предоставить в миграционную службу, и на этот счет вам будут перечисляться денежные средства. Но я это говорю просто из опыта и понимаю, как это может быть организовано. Но детальные моменты также мы ожидаем от законодателя, и он нам их разъяснит. Статус С – это статус, нацеленный на возврат. Конфедерация создает условия для будущего возвращения. Что это означает? Это означает, что, как и все мировое сообщество,
Никто не может смириться с тем, что идет война, и с тем, что люди вынуждены уехать из своей родины, из своих домов и, поселиться в чужой стране. Многие не хотят жить за рубежом, многие хотят жить дома. Поэтому статус защиты, он временно априори до момента, когда эти обстоятельства прекратятся. Любые войны когда-то заканчиваются, и эта война тоже закончится, и вы сможете вернуться домой. И вот в этом отношении, вот именно об этом законодатель и говорит, что он нацелен на то, чтобы люди могли вернуться домой. Но в период вашего проживания могут меняться ваши жизненные обстоятельства. Кто-то может выйти замуж, кто-то может куда-то устроиться на работу и стать востребованным специалистом, которого будут и дальше работодатель будет заинтересован в том, чтобы этот работник оставался у него в компании, предприятии, организации и так далее. И тогда, если пройдет 5 лет, то вы можете получить постоянный временный вид на жительство категории Б, который также будет продлеваться ежегодно, но у вас уже у вас не будет уже ограничений, я не знаю, наверное, только на передвижение. Право голосования у вас тоже еще не будет до тех пор, пока вы не станете гражданином. Он настолько, этот статус С, близок к статусу Б по правам, да, но государство все сделало для того, чтобы дать вам любую возможность не чувствовать себя изгоями и иметь возможность встать на ноги и знать, что вам есть где завтра проснуться, вам есть на что есть, и если вы заболеете, вам окажут помощь. Поэтому как дальше будет развиваться событие через 5 лет, это покажет время. Ну, будем надеяться, что это тоже все разрешится. Но на сегодняшний момент вы защищены. Еще вопрос, который мы не осветили, который очень напрямую связан со всеми расходами необходимыми — это транспорт. С транспортом второй месяц идут баталии. Смотрите, что с транспортом. Это компания швейцарская, швейцарские железнодорожные дороги, СББ. Я считаю, что они просто фантастическая компания, конечно, как они организовали весь этот транспорт, насколько он работает как часы швейцарские, просто снимаю шляпу. Они огромные колоссальные средства вкладывают в IT и развитие, и они, конечно, очень молодцы. Но поскольку изначально было такое, да, все страны Европы предоставляют бесплатный проезд от места границы, где вы ее пересекли, до конечной целевой точки. Это означает, что вы можете проезжать через все страны, это означает, что вы можете пересекать Швейцарию и ехать дальше бесплатно, и так по всей Европе. У нас иногда возникают такие звонки, которые говорят: а почему это у вас тут платно, а в Европе, в Германии, например, бесплатно? Ну, Швейцария не Германия, у каждого свои законодательные органы, которые принимают те или иные решения. На сайте СББ было опубликовано, что они предоставляют этот проезд до целевой точки. Но там не было четко написано, что это однократный проезд. Вот единожды можно проехать этот путь. Когда мы с ними разговаривали по телефону, они согласились, что они не совсем однозначно сформулировали вот это свое предложение, да, официальное, и ее можно трактовать по-разному. И и даже сотрудники СББ не все понимали, как правильно это применять. Получилось так, что много очень сообщений, а вот я подошел к водителю автобуса, и он мне сказал: да, конечно, езжайте. Ну, понятно, что вы проехали, и у вас убеждение, что да, я езжу бесплатно.
А вот кондуктор подошел, контролер подошел, ему показали свой паспорт, и он сказал: "Да, хорошо", и прошел мимо и сказал, что вы можете ехать бесплатно. Но я попала в одну определенную конкретную ситуацию с нашим клиентом, который приезжал к нам в ЦУГ на встречу, и после встречи, будучи уверенными, что он может ехать бесплатно, хотя мы понимали, что уже вот такая двоякость есть в этой формулировке, он тоже спросил, садясь там, ну, отправляясь в этот путь, да, могу ли я ехать бесплатно. Ему сказали «да». И он поехал, но нас остановил контроль, и несколько юных, молодых, очень бравых людей, очень так возмущались и говорили: "Нет, вы можете ехать только, 1 раз". Стали у него выяснять, откуда он едет, куда он едет, как он приехал. Он приехал на машине и на транспорте общественном ехал впервые в Швейцарии. Вот, в связи и поэтому, раздавались отовсюду совершенно разные, мнения. Одни говорят: "Можно", другие говорят: "Нельзя". Тогда я пошла в СББ, встретилась с менеджментом, объяснила, как трактуется людьми и как трактуется, людьми, осуществляющими контроль, проезда, и билетный контроль осуществляют, да. И сказала: "Вы понимаете, люди оказываются в такой ситуации, что им просто действительно необходимо, например, они же не могут все время сидеть в квартире, им нужно пойти купить продукты, да. Они же не могут, если они далеко живут, пешком идти и до самого магазина. А если у них нет денег, они говорят: "Тогда вот те, у кого, вы проживаете, должны им купить билет". Ну, с каких таких огоньков? Мало того, что, люди, извините меня, приняли и приютили, транспорт в Швейцарии очень недешевый. И если это приехала семья из 4 человек, посчитайте, 2 раза проехать туда-обратно на 4, так ему зарплаты бедному не хватит просто оплачивать этот проезд. Они меня услышали, и тогда было принято такое консолидированное временное решение, что до момента, пока они не определятся, как они будут, обеспечивать, транспортный проезд для иностранцев, для беженцев, скорее всего, они принимают решение, что они сделают, абонемент бесплатный, генеральный абонемент, там действительно это, будет, класс, 2, 2 класс, и в том регионе, в который, относится, вот здесь все расписано разделено на зоны. И вот эти вот зоны можно будет, проезжать, и, соответственно, они там, поймут, круг ваших жизненных интересов, и как-то, наверное, они определятся, какой вам абонемент на какие зоны. А может быть, они дадут там, допустим, по кантону Цюрих везде бесплатно, я не знаю. Это мы услышим от СББ. Но, принцип, очень простой. Так, например, как сделали сотовые операторы. Они взяли и на полгода дали, бесплатную телефонную связь и сказали: "Вот вам карточки бесплатно, все звонки на Украину бесплатно, интернет, СМС, безлимитно, а по Европе тоже там какие-то там, не знаю, в общем, роуминг там, по-моему, бесплатный, и еще входящие, исходящие. Ну, в общем, максимальные льготы, чтобы люди могли как-то вот, прийти в себя за полгода, а дальше потом уже устроиться на работу и спокойно перейти на нормальный тариф, которым каждый может себе позволить оплачивать. СББ чё-то в этой ситуации как-то они, не знаю, вот, затормозили. Ну, найдено было такое решение. Если вам нужно ехать по какой-то конкретной вашей задаче, связанной с вашим видом на жительство, связанной с вашим, медицинским здоровьем, да, или там посещение, медицинского учреждения, центр, убежища, в Гемайны и так далее, то вы должны контролеру сказать: "Я еду туда-то, я беженец, у меня, документы на оформление, карточку я еще не получил, разъяснений нет, со стороны, СББ, но нам сказали, что, все контролеры относятся лояльно. Если мы ездим по конкретному нашему делу, связанному с нашим здесь нынешним пребыванием, то это вот, должно трактоваться именно так".
Поэтому ждем распоряжения СББ. Как они нам только скажут, какое решение они приняли, мы вас проинформируем через телеграм-канал. А, Да, ну вот как раз следующий параграф, здесь как раз о том, что говорится, что статус был урегулирован и предусмотрен тем самым законом об убежище в 1998 году, как раз реакция на вот эти югославские события, балканский конфликт этот, да. Дальше идет раздел, что такое категория, группа вот эта определенная. Я говорила, да, что эта группа объединена одинаковой ситуацией, военными действиями, небезопасным нахождением на территории своей родины. И здесь идет дальше. А вот это в 5-летнем сроке. И они говорят, что Федеральный совет не отменил временную защиту по истечении 5 лет. Это означает, что если ситуация не изменится в течение 5 лет, вы имеете право также продлить, несмотря на то, что они сейчас говорили только о 5 годах, которые ежегодно продлеваются, то лица, нуждающиеся в дальнейшей защите, получат временный вид на жительство категории В, о чем я и говорила, да? а, в том кантоне, в котором они на тот момент будут находиться. Так, теперь вопросы, которые законодатель определил, а кому же этот статус будет даваться, потому что граждане Украины — это одна ситуация, которые проживали на территории Украины во время боевых действий — это вторая ситуация, а есть еще люди, которые находятся в смешанных браках. Например, один супруг гражданин Украины, а другой супруг относится к гражданству другой страны. Белоруссия, Россия, Узбекистан, ну, какие угодно, Азербайджан, так далее. Законодатель определил 3 группы. Вот смотрите, к первой группе он относит граждан Украины, которые ищут защиту, то есть это вот все вы, и члены ваших семей. Сюда законодатель относит супругов, несовершеннолетних детей и расширил в отношении, в сравнении с другими категориями, где возможно воссоединение семьи, включены дополнительно еще и другие близкие родственники, которые находятся на полном или частичном содержании в этой семье. Речь идет о пожилых пенсионерах или там больных, немощных, инвалидов, братьях, сестрах и так далее, и родителях, да. Понятно, что сейчас все выезжают и забирают в том числе родителей. Здесь понятие семьи, оно только ну, как бы вот по горизонтали, да, то есть муж, жена, дети, да. Вот эти вот верхние там родители, это верхние идущие линии, они в категорию членов на право воссоединения семьи Швейцарии не подпадают. Но здесь законодатель специально это предусмотрел и сказал, а здесь в этом случае подпадают. Поэтому все ваши родственники, которые находятся у вас на иждивении, они самостоятельно могут находиться, да, вот как бы заявить об этом статусе, они входят вот в эту категорию как члены семьи. А, Теперь дальше идет с воссоединением семьи, разобрались. Дальше написано, что граждане Украины, которые хотят получить эту защиту и которые проживали на Украине до 24 февраля. Мы уточняли, как законодатель будет это трактовать. С нашей юридической точки зрения, это не только те, которые находились на территории Украины, когда началась война. Это и те, кто а, зарегистрирован постоянно на территории Украины, то есть имеет
постоянную прописку, если говорить языком Советского Союза. Вот если у вас есть штамп в паспорте о том, что вы прописаны на Украине, то вы, по идее, относитесь именно к этой категории, и здесь не должно возникать вопросов. Единственное, что вам нужно, если у вас будут спрашивать, и опять же, кто относится в такой ситуации, пожалуйста, потом поделитесь, какие вопросы при этом возникали. Но здесь для меня, как для юриста, абсолютно однозначно понятна ситуация. Я мог выехать в гости, в отпуск, на лечение, на обучение, не знаю, еще, ну, по любым другим причинам и на 24-е не находиться на территории Украины. Поэтому, конечно, всех будут, все вы попадаете под категорию, кто может получить этот статус защиты С. Нужно просто, возможно, нужно будет просто как бы на дополнительные вопросы ответить. Не знаю. Давайте посмотрим, как они будут это трактовать, и тогда вернемся к этому. Если вдруг у вас возникают какие-то сложности, вам говорят, а вас не положено вам, потому что вы не находились на территории на 24 февраля, не думаю, что это произойдет, но в любом случае тогда сразу сигнализируйте, обращайтесь к нам, тогда будем подключаться уже за подачей возражений или какой-то коммуникации напрямую с миграционным опытом, с миграционными службами. Но я думаю, что сейчас они всех принимают. Вторая группа лиц – это лица других национальностей, которым нужна тоже защита, или лица без гражданства, а также члены их семей, это понятно, которые имели статус международной или национальной защиты. О ком идет речь? Я бежала из Белоруссии, и мне Украина предоставила убежище. И я там был, имел там статус беженца, временного переселенца, которому предоставлена защита. Но я проживал на Украине. И вот такие люди тоже подлежат защите, и им тоже будет предоставлен статус защиты С. Белоруссию привела к примеру, это может быть любая другая страна, даже иностранное государство. И третья категория лиц, она звучит в законе так. Лица, которые ищут защиты других национальностей, опять же, и лица без гражданства, а также члены их семей, перечисленных в пункте, которые могут доказать с помощью действительного разрешения на краткосрочное проживание или вида на жительство, что они имели действительное право на проживание в Украине и не могут безопасно и навсегда вернуться на родину. О каких лицах идет здесь речь? Здесь речь идет о любых других национальностях, граждан других стран, которые проживали на территории Украины, а именно имели вид на жительство и регистрацию. Но дополнительный пункт, который нужно здесь учитывать, что в этом случае нужно будет доказать, что, например, я гражданин Украины, я гражданин Белоруссии, но я работал и проживал последнее время и имею вид на жительство в Украине, а в Белоруссию не могу вернуться, потому что там не демократический режим. Я активно участвовал в акциях протеста против режима Лукашенко, и мне там грозит опасность, и меня там посадят просто в тюрьму. Такие лица им тоже будет предоставлен защитный статус С, и это относится и к другим странам. Я думаю, что сейчас, вы прекрасно понимаете, есть огромная категория и группа людей, которые явно выступают против военных действий со стороны России в отношении Украины, которые просто против войны. Они преследуются, и это очевидно. Поэтому таким людям тоже будут предоставлен защитный статус С.
Но эти обстоятельства нужно будет дополнительно доказать. То есть здесь интервью, которое там в упрощенном порядке происходит для любого гражданина Украины, который вот, относится к первой и второй категории, мы о них уже проговорили, то здесь нужно будет дополнительно еще вот эти вот обстоятельства пояснить, подтвердить какими-то документами, если у вас есть, акты об административном правонарушении, что вы привлекались за массовые вот эти вот, движения, потому что они же все равно протоколируют это все, какой-то документ же должен у них быть. В общем, это дополнительный, пункт, который нужно будет, подтверждать. Если здесь тоже будут возникать сложности, а это более сложная ситуация, то, конечно, мы будем оказывать содействие и правовую поддержку. Дальше. Ну, здесь дальше, это вот все, что относил, еще раз не повторяют, это не важно, не суть важно для вас, это такие юридические какие-то моменты. При наличии статуса защиты С соответствующие лица получают удостоверение С, ну, как я уже рассказала. Срок действия этого разрешения ограничен максимум 1 годом, но может быть продлен. Не ранее, чем через 5 лет лица, нуждающиеся в защите, получат вид на жительство категории Б. Это мы все проговорили. А, О том, что как вы можете возвращаться, ездить по Европе, рассказала. И, вопросы перемещения мы тоже обсудили. Здесь они более подробно рассказывают, что, как правило, вот, лица, которым предоставляется убежище, они не могут сразу начинать работу, а здесь вот мы это предусмотрели. То есть здесь идут объяснения юридического свойства, они, в принципе, не столь важны, я их все уже осветила. Единственное, на что стоит обратить внимание, здесь далее идет про квоты. Обычно иностранные сотрудники, которые привлекаются, как иностранная рабочая сила, она квотируется. Ежегодно предоставляются квоты по тем либо иным, кантонам и, в целом по Швейцарии. И эти люди, если квота выбрана, то больше в этом году не принимают иностранных сотрудников. Вот для статуса С никаких квот не предусмотрено. И, еще были вопросы, они очень часто встречаются от, сотрудников IT. Они говорят: мы работаем из home office, мы имеем, клиентов, мы выполняем свою работу, пишем свой код там дома, и нам не нужно никуда летать. Это иностранные компании. Мы и дальше продолжаем работать. Как нам себя, как бы, позиционировать и как мы будем получать, вот эту социальную, помощь или и прочее. Просто вот для таких людей, и очень часто они говорят: "А может быть, я тогда не буду регистрироваться со статусом, и не буду получать статус С, потому что он же тоже имеет какие-то ограничения, да, и просто буду здесь проживать, ну и работа мне не нужна, социальная помощь мне не нужна, я себя могу, здесь содержать. Единственное, что в Украину вернуться не могу, потому что там все разбомбили". К сожалению, не получится. 3 месяца, да, вы можете здесь находиться, но потом у вас станет вопрос законного пребывания на территории другой страны, для которой вы не резидент. И, соответственно, вам в любом случае нужно будет регистрироваться. Поэтому здесь тоже очень такой интересный с, юридической точки зрения вопрос, насколько, законодатель гибко подойдет к, вопросу, возможно ли таким людям, которые открыли свою предпринимательскую деятельность, я как и программист могу быть предпринимателем, да, индивидуальное предпринимательство зарегистрировать, айнцельфирма, да, но дадут ли они им, в отличие от статуса С, не требующих такой вот финансовой поддержки, социальной помощи, как другие люди,
Дадут ли они статус, вид на жительство им категории Б временный в этой ситуации, неизвестно. Я не знаю, как пойдет практика. Мы тоже это обсуждали, и этот вопрос и для нас интересен, как они это могут применять. Мы попросили дать разъяснение. Но пока вот как бы все в рабочем порядке, требует времени и терпения. А, Дальше. Это, по-моему, уже последний у нас раздел, пятый. Он касается как раз вот этой вот единовременной финансовой суммы, которую кантоном выделяет правительство на все мероприятия, связанные с поддержкой и социальными нуждами. Цифры здесь не указываются, они в отдельном бюджете. Но здесь просто говорится о том, как федеральные органы финансируют местные органы и из какого бюджета, что у них там получается. Про то, что через 5 лет, как это будет трактоваться, что если Федеральный совет через 5 лет не отменит временную защиту, то они тогда вот опять продлят. Ну и мы... Статус защиты С – это статус ориентированного, это мы все уже проговорили с вами, да. И здесь вот про фиксированную плату тоже все, в принципе, мы рассмотрели все основные положения, которые законодатель 12 марта 12 марта опубликовал. Теперь у нас вторая часть. Я прокомментировала, наверное, мы сделаем таким образом. Я прошу координаторов в чате прислать мне вопросы, которые мы зафиксировали во время эфира. Вика, если вы меня слышите, скиньте мне тогда, наверное, в личный чат. Я сейчас его открою, получу, либо... он здесь есть. Вот, волшебство. Тут есть все вопросы. Так, давайте тогда я не буду отвечать пока, называть лицо, которое задавало этот вопрос, а буду просто зачитывать вопрос. Может ли ребенок без родственников и родителей получить статус С? Да. Это очень часто встречающийся вопрос, и у нас уже мы сложили практику, как это сделать. Бывают случаи, когда дети выезжают одни и выезжают, например, со старшей сестрой. Вот у нас был случай. У сестры здесь семья, сын, брат ее несовершеннолетний. Понятно, что в этих условиях люди не могут не заверить свою подпись нотариально, не подписать какие-то документы, не апостилировать их, не оформить временное попечение на этих детей. В этих случаях мы предусмотрели и разработали документ и применяем его так. Те родители, которые передают, я сейчас говорю о тех детях, у которых есть родители, да, и родственники, находящиеся здесь, и ребенок выезжает без мамы и папы. Это так часто встречается, жена не оставляет мужа, они остаются там, но несовершеннолетнего сына или там несовершеннолетнего ребенка отправляют в безопасное место. В этом заявлении мы указываем, что я такая-то, такая-то и такой-то, такой-то родители. Подтверждаем, что мы в силу сложившихся военных обстоятельств на нашей территории, на Украине, просим передать временное попечение о нашем ребенке несовершеннолетней другому человеку, например, там, сестре, тете и еще постороннему, любому, в принципе, человеку. И осуществлять необходимый уход и заботу в отсутствие меня на территории и невозможности в настоящее время воссоединиться. Да? Для чего это нужно? Потому что вы же понимаете, что органы опеки – это особый мир.
Они очень трепетно относятся, особенно здесь, тоже к этим вопросам. И чтобы нам легко с ними было контактировать и пояснять, что эти документы, они легитимны, то мы с ними будем наш вот этот вариант придуманный оговаривать, но он, в принципе, имеет абсолютное место быть. А, Родители зачитывают это заявление, они его написали, потом они его зачитали, и записывают это все на видео, предоставляя свой паспорт, чтобы можно было идентифицировать человека по паспорту, и мы видим это лицо. И в момент подписания они просто направляют камеру и подписывают внизу этот документ. И передают с тем, с кем едет ребенок. Вот и все. Другого способа идентифицировать, что это именно то, прикладывают копии, сделать фотографию. Сейчас, ну, в принципе, каждый может на смартфоне, да, или там другие средства PDF формата можно применить. И передает вот таким образом подписанный этот документ вместе с этим видео. Мы думаем, что это рабочий вариант, и он будет приниматься, и ну, некое ноу-хау. В принципе, вот, ну, по-другому я вот даже не могла придумать, как это еще иначе можно сделать. Но это все нормально. И тогда этот несовершеннолетний ребенок, он может проживать с теми своими родственниками, и временное попечение органы опеки подпишут. В случае, когда несовершеннолетний ребенок. Несовершеннолетние дети тоже получают статус С. Это не зависит от этого. Для несовершеннолетних имеет значение только одно: кто возьмет над ним попечение или опеку. То ли это будут государственные органы, то ли это будет близкий, знакомый родственник. Вот и все. Ну, как бы более детальные вопросы давайте будем тогда обсуждать в рабочей группе, которая будет касаться именно несовершеннолетних детей. Ну, возможно, это будет связано как раз вот с образованием, и туда можно добавить и несовершеннолетних детей. Следующее. Мы выехали из Украины до 24 февраля в отпуск в Египет, где и находимся. В ЕС еще не въезжали, наверное. Виза в Египте кончается. Вернуться в Украину мы не можем. Возможно ли получить статус С? Это вот как раз то, о чем я и рассказывала. Да, люди могли уехать в отпуск, люди могли уехать к друзьям, люди могли уехать на учебу, на временную работу, по медицинским основаниям, а вернуться им было некуда. И, соответственно, они тоже должны будут объяснить эту ситуацию, и я не думаю, что им будет отказано. Я считаю, что с юридической точки зрения у них все права на это есть. Следующий. Скажите, пожалуйста, у меня есть знакомая, она выехала из Украины 22 сентября и работала в Венгрии. Она собиралась ехать домой 1 марта, но началась война, и в Венгрии поддержали русских, и она уехала оттуда. У нас, по-моему, кто-то вот с подобным ответом, с вопросом обращался, тоже были с Венгрии, но девушка тоже там работала. Понимаете, я считаю, что здесь нужно говорить как есть, да. Вас могли уволить с работы, где вы работали из-за недружественного отношения. Вы могли работать в российской компании, которая может тоже проявить недружественное отношение, если вы, например, гражданин Украины. Вы вообще могли лишиться работы. Или ваша учеба закончилась, да. Вот у нас был такой случай с девушкой. Она вообще не могла выехать, она училась здесь очень долго. Во Франции закончила и она приехала еще ребенком в школу, всего отучилась, и вся ее учеба закончилась, она собиралась возвращаться в Украину, во Франции ей сказали: "Не, а какого вы беженец? Вы не беженец". Она говорит: "А куда мне возвращаться?" Бедное дитё плакало, мы ее забрали к себе, успокоили, рассказали, что нужно делать. В общем, как-то, я думаю, что разрешится. Это может быть не совсем простой вопрос, нестандартный, да, для них, но это все разрешается. Миграционные службы в Швейцарии в адеквате, они слышат, когда вы им
правдоподобно все рассказываете. Если вы, конечно, приехали, сказали, что вот мы тут пара не супружеская, есть же люди, которые не в браке жили, а не зарегистрированы, да, но если вы все будет из, ваших, объяснений видно. Там же нормальные люди, они тоже видят, где вранье, а где ложь. Не нужно, как бы что-то придумывать, нужно лучше сначала посоветоваться. Вот у меня сложная ситуация, как мне быть? Вот подскажите, да? Чем вы придумаете какую-то околесицу там нанесете, исправлять гораздо тяжелее. Потому что сразу видно, знакомые люди или они неделю назад из-за войны познакомились. Поэтому вот в случае Венгрии, я думаю, что ваш вариант абсолютно проходной. Следующий вопрос. Добрый день, я гражданин Украины, жена гражданка Казахстана. Можем ли мы получить защиту совместно? Она не имеет вида на жительство в Украине, но она гражданка. Смотрел оригинал резолюции ЕС, указано, что можно воссоединиться. Я не поняла в этом вопросе, если вы еще в чате, поясните. Из этого вопроса непонятно. Я гражданин Украины. Все поняла, пардон. Да, конечно, тут вообще без вопросов. И вы супруги, и вы, естественно, в упрощенном порядке вы воссоединяетесь, вы гражданин Украины, никаких проблем в этом не вижу. С двойным гражданством Украина и ЕС можно ли получить статус С, да? Это латинское С, да? А, не С. А, Уточните мне, гражданство какой страны вы имеете, но вот в вашей ситуации, я думаю, что если у вас есть там гражданство, вам скажут: «Ну, тогда вам нужно ехать туда, в ту страну». И речь идет, вот уточните, вы ведете речь, получить ли статус защиты С в Швейцарии, если у вас, гражданство другой европейской страны? Боюсь, что будет проблематично, потому что ЕС, да, Европейского Союза. Украины и ЕС, это вижу. Но если будет непонятен мой ответ на ваш вопрос, то тогда дополнительно еще раз, либо переформулируйте его, либо в конце тогда еще раз ответим, если я не ответила на ваш вопрос. Дальше. Скажите, для украинцев, проживающих на территории РФ, возможно ли получение статуса С? Те, кто находится там на работе и теперь и в России оставаться не может, и домой не вернуться. Принимаются ли такие люди? Да. Я думаю, что принимаются, и в этом не будет никаких проблем, потому что у вас, вы не можете вернуться в зону боевых действий, и недружественная ситуация на работе, она, ну, то, о чем я тоже рассказывала уже ранее. Подскажите, нам пришло письмо, что мы получили статус, но карточки нет. Нам нужно ждать записи или сами туда ехать для получения карточки. Смотрите, вы наверняка указали адрес, куда вы отправляете корреспонденцию. Вам придет по этому адресу все документы. У нас есть специальный пост про почту. По-моему, если вот меня, мои коллеги поддержат, скажите, поставьте мне единичку из администраторов, что мы или двоечку поставьте, что мы такой пост выпустили. Но я его точно делала. Я особое внимание уделила, тому, насколько важно, иметь адрес, указывать его правильно, и почтой отправляется здесь все. Никуда ездить, никуда не надо. Миграционные службы не принимают, как так, ну, конечно, вас не выгонят, но и не выслушают, что вы приехали получать документы. Они вам просто то же самое скажут. Не волнуйтесь, ждите по почте, вам все придет. Так, переключилась дальше на вопросы. А, Так,
Заполняли бумаги в Цюрихе 7 марта. Нужно ли делать регистрацию по онлайн-форме, которая появилась 17-го, заявки на или это будет не нужно дублировать? Нет. Ну, в общем, не это самое, не нервничаем, все спокойно. Если вы отдали и вас зарегистрировали, и применили документы, в Цюрихе уточните, где. В федеральном центре, регистрации, беженцев, с процессуальными функциями, который находится рядом с Тонхале, или на Казерне Ария на Милитерштрассе недалеко от центрального вокзала. Тогда я вам поясню, потому что если вы там подали, то вот в этом миграционном центре он кантональный, и у него нет вот этих процессуальных функций. Что такое процессуальные функции? Снять отпечатки пальца, сделать фотографию, выдать временное удостоверение. Для облегчения процедуры кантональный орган тоже открыл этот центр, и туда вы приходите, регистрируетесь, они вносят вас, что вы подали эту заявку в систему, но отправляют все документы в центральный вот этот федеральный орган, который находится на Тонареале. И огромный вот этот вот центр. Там принимаются эти документы, переоформляются, возможно, они и там их там производят, я не знаю, я там была, но я, правда, не увидела, насколько, если у них там как бы вся процедура оформления вот этих пластиковых карточек, ну, там большие такие ангары, вполне возможно, что там они и находятся. Вам оттуда придут, просто вам нужно подождать чуть дольше. Можно, просто позвонить и спросить, все ли в порядке. Ну, давайте так вот, если вам до 20 числа не придет, то будем тогда обратитесь к нам, мы вам поможем, подскажем, как, и куда им написать, позвонить и запросить информацию. Мы запросим просто, как, получать, сведения о прохождении документов, в какой они стадии, если прошло более 10 дней, скажем так. Но дублировать и сейчас в онлайне зарегистрироваться не рекомендую никому. Вы всех попутаете, и они все просто свихнутся от, вот этих вот дубляжей. У нас девушка была, которая бедная, ну, она, я понимаю ее жизненные обстоятельства, а ситуация была такая: ее сначала в кантоне Швиц приютили, потом она, ждала, когда начнется регистрация. А когда она приехала не регистрацию, она приехала в кантон Швиц, и та, по-моему, подала свои документы. А потом ей сказали, что мы вас больше не можем у себя размещать. И она нашла на улице других людей в Цюрихе, которые ее приютили, и теперь у нее адрес проживания в Цюрихе, а подалась она там. Адрес она тут указать не может, и, в общем, полная вот такая каша. Вот лучше все-таки, ну, мы все-таки все живем в современном мире, друг другу передаем информацию, но кто вот с такими встречается случаем, передавайте, что вы знаете, где можно получить адекватный ответ, и, ну, это во многом вам облегчит дальше жизнь. Но метаться и вот это вот суетиться, то там подал, то сям подал, то эти еще подал в 3 кантонах, а потом еще и онлайн зарегистрировался, ну, вообще отлично будет. Так не надо делать. Если я зарегистрировалась, и у меня взяли ксерокс паспорта, но отпечатки я не сдавала, и интервью я не проходила. Можно ли аннулировать мой запрос и какие последствия моего решения? Смотрите, это вот и есть вот это предварительное введение вашей заявки в систему. Это вы подали заявку центре по регистрации беженства без процессуальных функций. Если вы это делали в Цюрихе, то, скорее всего, это сделали на Милитерштрассе, и, соответственно, они не могли вам взять отпечатки пальцев, и не вы проходили вот это интервью. Вы должны дождаться вызова вот в этот федеральный центр, и там это все провести, всю эту процедуру, тогда она будет считаться завершенной по вашему ходатайству о предоставлении убежища.
А вот вторая часть вашего вопроса: можно ли аннулировать мой запрос? Конечно, можно, но только какую цель вы вас же никто насильно заставлять не будет, регистрироваться. То есть нужно понимать, какую цель вы преследуете. Вот если вы мне поясните, относясь вот к этому, делая отсылку к этому вашему первоначальному вопросу, тут я могу ответить на вторую часть вашего вопроса. Аннулировать, чтобы что, вернуться в Украину — это одна история. Аннулировать для того, чтобы в другом кантоне, зарегистрироваться — это другая история. Но, вы поймите, если вы будете то подаваться, то аннулироваться, вообще по закону, если вы отказались, вот по общей процедуре, статуса беженства категории F, да, если вы отказались, то вы не можете, через неделю опять прийти и попросить убежище. Ну, то есть вот, ну, нужно понимать. Там есть даже, по-моему, предусмотрены какие-то, процессуальные сроки. По-моему, в течение года вы даже повторно не можете подаваться нигде. А может быть оказаться, что и в Европе. Поэтому, пожалуйста, будьте вот с этими, вопросами очень осторожны. Это, ну, прежде чем что-то сделать, лучше несколько раз посоветуйтесь. Я понимаю, что вам тяжело эмоционально, и вы, бывает, вот не можете принять решение, то ли да, то ли нет. Но найдите людей, которые вас проконсультируют правильно. Сейчас вот мы все открыты для вас, и вот как-то же вы нас нашли, давайте переговорим с вами по телефону, в конце концов, индивидуально вашу ситуацию разберем. Следующий. Можно как-то отследить статус заявки. Ну, вот это вот о том, что я сказала, да, что если будут задержки, то мы будем запрашивать, в каком статусе находится заявка. Мгм. Дальше. Изымают ли паспорта у тех, кому дают статус С? Насколько я знаю, могут меня, я не знаю, мне могут мне подтвердить люди, которые уже подали все заявки. Поставьте, пожалуйста, тройки, кто подал заявки и у кого забрали, и у кого забрали паспорта, задепонировали. И поставьте, пожалуйста, 4, кто подал заявку, я имею в виду в полном объеме, сделал отпечатки пальцев и вам выдали удостоверение, но вам обратно вернули паспорт. Мне просто даже самой интересно, есть ли вообще такие случаи. По идее, паспорт депонируется, потому что это вместо. Когда вы отказываетесь от него, у вас забирают статус защиты, потому что вам тогда защита не нужна, и выдают паспорт. Ну, логика вот такая. Дальше. Подскажите, пожалуйста, верно ли то, что при оформлении статуса С у человека конфисковывают все имущество, которое есть при нем? На мне автомобиль, на котором мы приехали. Смотрите, это, да, очень интересный вопрос, и он сейчас многие его начинают задавать. По процедуре стандартной, категории F, люди, должны заявить о всех своих активах, когда они проходят интервью. Что это означает? Да, там есть вопросы, что у меня там есть имущество там-то и там-то, там наличие квартиры, и недвижимости, движимости и денежные средства на счету. Для чего это сделано? Не потому, что они у вас все изымут, они просто, ну, понятно, недвижимость в Украине — это сейчас невозможно рассчитывать, что у вас есть актив, который вам может приносить некий доход, да, это абсурд. Поэтому это не надо бояться об этом сказать. И, к сожалению, сегодня она стоит, недвижимость, а завтра ее разбомбили, например, да, это тоже другая ситуация, поэтому не надо бояться заявлять об этих фактах, это никто не заберет. А, а, Третье. Что касается другого имущества, движимого автомобиля и денежные средства или там ценности или еще что-то такое, об этом надо заявить. Просто если вы это не заявите, вы будете потом выглядеть, и это так рано или поздно это выяснится, особенно с автомобилем, он же должен через год однозначно поменять номера, да, и вы его должны поставить здесь как-то на учет, как только вы получите свой статус постоянного жительства.
И вы будете выглядеть как человек, не вызывающий доверия. У вас будет плохая миграционная история. Этого делать не надо. Что касается денежных средств, почему их нужно заявить? Потому что швейцарское государство, оно достаточно социально подходит к вопросам. И некоторые, ну, простите меня, там, условно говоря, в пижаме приехали, им реально негде больше оставаться, и у них очень небольшие денежные средства, тем более на швейцарские деньги, да, гривны, это, ну, это большие суммы, даже проехать на транспорте и заплатить там за кофе 5 франков или за воду, да, в каких-то местах, ну, это, ну, культурологический шок. И вот для того, чтобы не было вот такого непропорционального отношения к людям, да, конечно, они вот об этом заявляют. Но ни о какой конфискации мы не в Советском Союзе, который может объявить, в том числе национализацию, надеюсь. Вот, ну, цивилизованная страна, но не будут у вас никто отбирать автомобиль за то, что они вам предоставили жилье. Они просто будут учитывать, что, может быть, там, не знаю, ну, наверное, это вот более детально нужно с вами переговорить. Работаете, имеете ли вы возможность там работать здесь, есть у вас язык, вот каким-то образом они будут это все учитывать. Могу задать этот вопрос, кстати, вот интересный. Вик, поймите, пожалуйста, вот чтобы мы сделали запрос, потому что мне интересно, как они будут трактовать это. Но это вот все про социальную, это и исходит из вопросов социального обеспечения. Действия после получения статуса защиты С. Ну, я их назвала. Как вы только получили идентификационную вот эту вот карточку, то вы тогда занимаетесь вопросами вашего жилища, обращаетесь в организации, которые вас консультируют, Кампакс. Мы об этом написали пост позавчера, по-моему, что они вас проконсультируют и, а, соответственно, вот мне пишут, ага, понятно. Мне пишут, что это раздел. Хорошо, спасибо, что это был не вопрос. Дальше. Можно ли после регистрации в Цюрихе, отпечатки пальцев у нас взяли, переехать жить в кантон Люцерна? Нашли другой вариант жилья, обязательно ли проходить перерегистрацию и какая процедура? Внимание! Если вы проходили сдачу биометрических данных в Цюрихе, это федеральный орган по регистрации беженцев государственного значения с процессуальными функциями. Неважно, в каком кантоне вы потом будете проживать. Вы регистрируете, таких регистрационных центров несколько, по-моему, 6. И федеральных. Они принимают всех, независимо от того, в каком кантоне вы будете проживать. Конечно, если вы нашли вариант жилья и сами его собираетесь снимать, или как там вы его будете снимать из тех вариантов, которые я вам предложила, никто вам препятствовать не будет. Нужно просто всегда понимать, какую цель я хочу достичь. Можете дополнительно нюансы изложить, и мы в телефонном режиме вас проконсультируем. Возможно ли отказаться от статуса С в Швейцарии и получить защиту в другой стране? Я вот сказала, что со статусом надо быть осторожным. Может оказаться так, что я здесь передумал, конечно, в Швейцарии не хочу, или у меня какой-то вариант другой нашелся в другой стране. Я бы лучше запросила индивидуально по этому вопросу миграционные службы дать разъяснение. Пока, ну, как бы, ну, наверное, теоретически они тоже понимали, что могут складываться каким-то образом ситуация у людей, что они вот, ну, получили здесь статус С в Швейцарии, а потом появилась возможность действительно там, не знаю, приютиться в другой стране. Но вот не могу вам однозначно на этот вопрос ответить, он требует разъяснения миграционных. Это тоже нам отметить на запросы. К миграционным мы сделаем тоже запрос. А, Срок действия так. Когда
когда заканчивается война, и если, к примеру, это через месяц, то сразу депортируют всех из Швейцарии. Кого депортировать и ногами выбивать отсюда не будут. А смотрите, дай бог военные действия закончатся завтра. Я буду самым счастливым человеком на свете. Но вы же понимаете, что там есть разрушение. У кого-то жилье осталось, а у кого-то ничего не осталось этого жилья. И это все будет зависеть именно от этого. Вот и все. Никого депортировать не будут. Банковская карта. Можно ли положить гривны на свою банковскую карту в Швейцарии? Смотрите, к вопросу о банках мы вернемся и сделаем обязательно об этом пост, и, наверное, сделаем вебинар. Как только станет понятен вопрос, что можно регистрироваться в банке и открывать счет, вопрос о том, откроют ли они, возможно ли конвертация, я думаю, что она возможна, и в этом не вижу никаких проблем, потому что это же признанная валюта, ну, как-то проконвертируют, и они вам просто их переконвертируют во франки, и у вас на вашем счету окажутся франки. Если центры по трудоустройству. Да, центры по трудоустройству для беженцев организовываются, и мы на эту тему подготовили пост, но он, по-моему, еще не опубликован, если я не ошибаюсь, но там будет большое разъяснение. Вот если сейчас мне редакторы напишут в комментарии, в каком он состоянии, то да, вот пост про трудоустройство мы опубликовали или нет еще? Это я вот задаю редакторам. Они просто мне тут пишут. Так, психолог может вести тут консультации. Касательно подтверждения образования. Нет. Насколько я знаю касательно психологов, то им тоже нужно проводить аккредитацию. Про дипломы будет большой про легализацию дипломов для врачей, всех медиков, стоматологов, включая психологов, юристов и так далее. У них особая процедура аккредитации и признания дипломов в Швейцарии. Не могу вас обрадовать, но за все многочисленные годы, по-моему, в прошлом году был признан диплом медицинский другой страны, и то в части вот, ну, это, наверное, вот как медсестры, вот, наверное, вот так. Здесь нужно будет переучиваться. Мы будем про это делать большой пост про образование и легализацию дипломов и как можно себя здесь подтвердить свое образование. Будет ли организовано обучение для взрослых для получения специальности квалифицированной или подтвердить свою квалификацию? Ну, вот это вот все к тому же. Да, можно получать подтверждение своей квалификации. Это не обязательно заново пойти пройти университет. Есть разные способы. Weiterausbildung, здесь это называется, дальнейшего образования, но мы вот это все отразим в посте, который будет посвящен образованию. Пенсионеры, скажите пару слов сами. Хорошо, вот мне тут пишут. Про пенсионеров, будет ли им выплачиваться пенсия, которая была назначена в Украине, это вопросы дипломатических связей посольства Украины и Швейцарии. Я думаю, что этот вопрос каким-то образом будет решаться. Я не думаю, что вопросы выплаты пенсий со стороны Украины не будут разрешены. Поскольку им сейчас помогает весь мир, да, вот финансово, я думаю, что и этот вопрос они как-то урегулируют. По пенсионерам пока однозначной информации нет. Это тоже к вопросу прямых заявок, прямых вопросов к администрации. Пожалуйста, поставим на заметку. Он у нас есть, мы его
как бы курируем, но пока никаких разъяснений еще не было. Медстраховка, оплата медицинских услуг, да. Добрый вечер. Если зарегистрировался в одном кантоне, можно ли обращаться в шпиталь другого кантона? Смотрите, да, здесь вот какой момент. Есть в медицинской страховке швейцарской, да, вот по этой модели, о которой я говорила, Krankenkasse, модель House Arts, домашний доктор, вы, по идее, там указан список врачей, которых вы имеете возможность посещать. Из нашей практики с другими беженцами, у них этот список есть, и они должны следовать тому списку врачей, который указан, кого они могут посещать. Не думаю, что будет так легко обратиться в госпиталь другого кантона, если только это не экстренный случай. Не знаю, травма, роды, не знаю, там, сердечный приступ или так далее. Понятно, да? Но этот вопрос тоже можно уточнить, это тоже нам на заметку. Ортодонтическая и стоматологическая помощь детям включена в страховку. Для беженцев – да. Ну, из моего опыта и практики, вот из той семьи, которая у нас была беженцами, у них статус был, то вся страховка стоматологическая не только для детей, но и для взрослых была включена. Вы скажите, когда страховка не работает? Всегда работает страховка. Без страховки жить в Швейцарии нельзя. Всегда работает. Скажите, пожалуйста, ребенок инвалид детства, здесь будет иметь какое-то пособие? Да, это будут социальные органы, и у тех, у кого есть инвалидность, они, соответственно, должны будут предоставить эти документы, подтверждающие степень инвалидности, и обратиться в социальные органы, опять-таки, по месту жительства. Здесь все решается по месту жительства. Вы приходите, обращайтесь в социальную службу, там есть отдел, который занимается инвалидами, и в том числе они там будут предусматривать дополнительное пособие. И куда обращаться, рассказала, куда. Беременность и роды. Если пришел срок рождения ребенка, то как это происходит документально и финансово? Но, знаете, родильное отделение, ну, медицина на очень приличном уровне. Можно даже бесплатно ничего и не осуществлять. Я не думаю, что у вас будут какие-то сложности. Здесь родильное отделение, у нас многие здесь рожали, уже, ну, не местные, да, вот кто здесь проживает из наших. Не знаю, ни от кого не слышала, что были бы какие-то проблемы с рождением ребенка, и здесь нету вот этого вот такого вот паломничества. Это все в рамках страховки. Если вы зарегистрировались, вы можете вообще ни о чем не заботиться, финансово уж так точно, а документально вам выдадут справку о рождении ребенка, вы можете зарегистрировать, на основании этой справки вы можете получить здесь свидетельство о рождении, и в посольстве. Слушайте, у меня вот родилось 2 внуков, я вот спрошу, как они оформляли, честно говоря. Ну, и спрошу, кто это сама. Но я знаю, что вы в посольство Украины тоже можете обратиться, и выдадут вам даже украинские документы. Вы можете получить на своих детей, что они граждане Украины, паспорта на них тоже можете получить. Но свидетельство о рождении выписывается здесь, ничего страшного, дети по всему миру рождаются, а гражданами они остаются. Так, про психологическую помощь говорила. То есть у нас есть уже психологи, которые консультируют. Кроме того, если вы обратили внимание, в нашем телеграм-канале были рубрики, посвященные и в Инстаграме, когда была еще спокойная обстановка,
Мы еще успевали и про психологическую помощь посты публиковать, но они у нас в разработке. Сейчас вот тоже именно вот связанные с горечью, утратой, проблемами, вот с этим психологическим состоянием будут выходить посты, и группа уже начала работать. Мы сделаем про это информацию и скажем, как вам туда подписаться и обращаться в эту группу за помощью. Они групповые, в том числе занятия провели вчера первое. А, так, поиск, съем жилья, компенсация. Я, по-моему, про это очень подробно рассказала, как и где, и в том числе будут, нужно просмотреть все наши посты, и еще мы будем, естественно, тоже обновлять их в зависимости от появляющейся информации. Подскажите, а если подали на статус в Базеле, а жилье будет искать в кантоне Цюриха, это имеет значение? Ну вот это вопрос к той же самой категории. Если вы в Базеле регистрировались в федеральном центре по регистрации беженцев, то не важно, где вы зарегистрировались. Не важно. Вы можете выбирать жилье везде. Ну, можем уточнять, из практики станет ясно через несколько дней. Дальше. Выплаты. Сохраняются ли льготы, компенсации, если официально работать? Нет, я думаю, здесь нужно вот что понимать. Как только вы приступаете к трудовой деятельности, и она оплачиваемая, потому что многих берут волонтерами, да, пока вы работаете волонтерами и не получаете дохода, на вас распространяются все компенсации. Как только вы уходите на работу, ваша компенсация будет учтена в зависимости от размера вашей заработной платы. Если вам будет не хватать, то у вас просто размер компенсационный увеличится с учетом вашего самостоятельного заработка. Поэтому это не значит, что нужно сидеть и ничего не делать. Наоборот, я вам просто очень рекомендую максимально активно вовлекаться во всю общественную и социальную жизнь, тем быстрее вы интегрируете. Даже волонтерами идти, потому что ваше волонтерское место, вот мы сейчас приглашаем волонтеров, как только мы получим все финансирование от государства, у нас будет тоже возможность заключить с вами трудовой договор, обыкновенный, оплачиваемый и так далее. Дальше. Пенсию вычитают из социальной помощи. Пенсия тоже считается доходом, который гарантирован уже государством. Но если мы говорим о пенсии Украины, с которой пока вопрос открыт, это одна ситуация. Если вам переиндексируют и назначат, и будут выплачивать пенсии здесь, швейцарское государство, то, конечно, он будет учитываться из общего дохода социальной помощи на семью. Социальную помощь нужно будет отдавать обратно и при завершении статуса. Нет, мы такого не слышали, что эту социальную помощь для беженцев нужно будет отдавать обратно. Как вы ее будете отдавать, если вы пойдете на работу? Вам же на 3 работах нужно будет работать, чтобы это отдавать. Ну, это нелогично, ну, люди же не звери здесь. Все нормально, не волнуйтесь. Скажите, если дали жилье, государство компенсирует хозяевам? Да, отвечала, компенсирует. Продукты нам купили за свой счет или им имеется в виду, очень хорошие люди, не хотим обременять. Послушайте, ну, здесь работает так. Если вас приняли, разместили, кормят, в постель уложили и заботятся, это не всегда значит, что они ждут от вас каких-то обратных, Конечно, некое чувство благодарности, оно нормально. У нас, кстати, будет про менталитет швейцарцев очень отдельный тоже
семинары, мы про это расскажем, да. Они правда вас, принимают от всего сердца, тем более вы пишете, что они хорошие люди. Например, у вас появится возможность это отблагодарить. Помогите им чем-то по хозяйству, там, не знаю, помойте полы, там, предложите еще какую-то помощь. Это все нормально. То есть, они делают с удовольствием, ну и если у вас есть порыв, поучаствуйте в их, хозяйстве. Может быть, они там скажут: "Нет, нет, нет, не надо". Ну, вот вы скажите: "Да давайте я схожу в магазин или там принесу вам тележку, или там, не знаю, вскопаю огород". Тем более сезон огородов начался. А, так, следующий вопрос. А если мне нужен только рынок труда? Легального нахождения и садик, школа, могу ли я отказаться от других льгот, в этом статусе, чтобы через 1,5-5 лет так, чтобы через 1-5 лет можно было бы рассчитывать на паспорт? Спасибо. Смотрите, а, е легального нахождения здесь надо разделить. Вы хотите получить этот статус? Вот из текста читаю так. Я считаю, что вы подали и получили этот статус. Но говорите: "Я пойду работать и буду получать зарплату, социальную помощь мне не надо. Детям нужно в школу и в сад, и, тогда какие льготы? Будете, на работу ходить, медицинскую страховку сами будете платить, за проезд сами будете платить и, квартиру сами будете, оплачивать?" Если так, то, честь вам и хвала. Но вопрос второй, он касается про паспорт. Паспорт. Предположим, вы 5 лет здесь прожили и не уехали в Украину. Через 5 лет вам дадут статус Б. Для того, чтобы подать на статус Б, на паспорт, нужно получить статус С. Это третий статус от С. С, Б, С. Да? Такая последовательность. Статус С, последний, перед паспортом, вы можете получить, только проживя со статусом Б 5 лет. Итого у вас должно быть, все получают паспорт в Швейцарии через 10 лет. Но в вашем случае, поскольку это не статус временного проживания или постоянного проживания, а статус защиты, то вот эти первые 5 лет, если вы их полностью проживете, они будут засчитаны в половинном объеме. То есть для получения этого самого паспорта вам вот эти 5 лет зачтут плюсом, как 2,5 года. Я знаю, что сейчас, может быть, это сложно понять на слух. Я буду писать про это пост, мы об этом знаем, мы это обсуждали, но вам после 5 лет проживания со статусом С нужно 5 лет как минимум прожить со статусом Б и еще часть со статусом С, со статусом С. А это вот из той философской материи и моего отношения, что, я не знаю, проснусь я завтра или нет, нам это не дано знать. Поэтому, ну, вот приблизительно понятно, ну, стремиться к этому надо, но без особых этих самых, без особых долгоидущих каких-то планах. Про студентов. Дочь студентка 5 курса медицинского университета. Можно ли продолжать обучение в Швейцарии? Да, все обучение возможно как для детей, так и для студентов. Сейчас университеты разрабатывают целые различные мероприятия. У нас также будет это про университеты изложено в этом информационном посте. Чуть-чуть подождите, мы тут насущные проблемы решали, в том числе готовились вот к этой трансляции. Все расскажем. Прямо в университет, на медицинский факультет, и они вам все расскажут. Языковые курсы. Можно ли жить в Швейцарии только со знанием английского или необходимо учить немецкий? Швейцария – страна, где очень много иностранцев в процентном отношении на душу населения.
25%, если не больше, если сейчас еще столько будет украинцев, то процент увеличится. Конечно, все здесь, в основном, ну, как бы молодое поколение и среднего возраста, и даже и старшее поколение, все говорят на английском, в городах, ну, в деревнях, наверное, поменьше, но это достаточно образованное население в отношении знания иностранных языков. Представьте, у них 4 официальных языка, и все они так или иначе на них говорят. Конечно, многие говорят на английском. И, конечно, во всех местах, там, в магазинах и, секундочку, в банках, страховых компаниях, даже, я не знаю, в маленьких лавках вам ответят на английском. Но главное, что вы должны понять, э, знание местного языка — это огромная часть вашей интеграции в жизнь страны. Вы никогда до конца не интегрируете, вы не будете себя чувствовать здесь комфортно, если вы не начнете изучать местный язык. Поэтому я всем рекомендую, в том числе, изучать местный язык. Там, на французской части во французский, итальянский, немецкий так немецкий. И у вас гораздо больше будет открытых возможностей получить работу, если у вас будет 2 языка. А так вы все время будете ограничены. А, Автомобили. Нужна ли регистрация автомобиля в Швейцарии? Да, нужна. Если жить больше 6 месяцев или можно передвигаться по стране на украинской регистрации. Смотрите, то, что касается с момента вашего проживания, вы, по-моему, только 3 месяца, если у вас есть статус, С, вы здесь получили место жительства, вы считаетесь резидентом. На иностранных номерах уточним завтра в Verkehrsamt, сколько времени они могут ездить до перерегистрации. По-моему, 3 месяца. Но вам нужно будет еще сдать и экзамен на вождение. И про это отдельный пост и отдельный семинар. Расскажу много интересного про это и как это правильно делать, потому что с иностранными международными правами вы можете ездить только 1 год. Дальше потом вам нужно сдать экзамен на вождение. Если вы его не сдадите, а некоторые умудрились вот тоже тут не сдавать, не слушали хороших советов, то тогда нужно будет проходить весь курс теории, сдавать теорию и опять вождение. Мы приехали с ребенком на машине. Так, по стоянке с синим знаком мне понятно, а передвигаться мне нужно только по бесплатным дорогам. Смотрите, в Швейцарии нет платных и бесплатных дорог. Оплата дорог, которые поступают в бюджет налогов, идущих на, не знаю, ну, короче, на их модернизацию, ремонт, обслуживание этих дорог, да, она решается очень просто. Все въезжающие в Швейцарию должны купить виньетку стоимостью 40 франков. Это и есть ваша долевая плата за платные дороги. Везде вы ездите бесплатно, и нету больше ничего. Про виньетки тоже расскажем отдельно, все, что будет касаться транспорта, водительских прав и всего на свете. Про штрафы очень много интересного будет. И передвигаться. Мгм. Ну да, и когда мысль у меня была, хотела вам сказать, но на вопрос ответила, но еще хотела что-то добавить, забыла, простите. Потом, если что, подсоединитесь к тому вопросу, тоже будем делать про это пост. Домашние животные. Добрый вечер. Можете рассказать о процедуре регистрации животных, ввезенных на территорию Швейцарии при получении статуса а, с хозяином. Возможно ли страховка для животного? У нас достаточно подробный этот пост был не в телеграм-канале, а в Инстаграм.
Он, по-моему, вчера вышел или позавчера. И там регистрация, предусмотрена прямо здесь. То есть вы можете привести животное, и там заполняется, формуляр, мы его разместили, по-моему, или если не разместили, то разместим, который вы, оформляете, также регистрируя себя и регистрируете животное. Детали в посте читаете, но я вам все расскажу про это, потому что, моя преподавательница английского языка из города Киева вот-вот должна, она нужна, наверно, вот здесь вот прям в нашем прямом канале, на прямой трансляции. Она едет, с, своей собакой, и она сейчас там ее регистрирует, чипирует, еще что-то они там делают. Вот она приедет, и мы все вам расскажем. Прям очень, это самое. Был сегодня очень сложный вопрос. Люди знают, что вот делать про регистрацию. Там возник вопрос вот какой, что в одном из кантонов, или Гемайнда, ветеринарные службы потребовали, господи, как это, прохождение, господи, забыла как это слово по-русски. На карантин, когда сажают собак, да, вот, ну, прохождение карантина, наверное, на 2 недели. И женщина мне сегодня писала, с утра она говорит: "Мой пес просто этого не переживет". Вот да, прям даже не знаю, что делать. Она говорит: "А вот этот вот, руководитель этой, службы вот настаивает, и все". Ну, вот будем разбираться, там, специалистов, у нас есть ветеринары, с которыми мы можем проконсультироваться, и вот я хочу к ним с этим вопросом обратиться, и как раз узнаем все, сделаем тоже, уточнение к этому посту. Про домашних животных там много у людей вопросов, и, конечно, это питомцы, которые для очень близкие, для всех это понятно. Могу ли следующее, про путешествие. Могу ли я покинуть Швейцарию на 1, 2, 2 суток, пока ждать статус С? Нет, пока вы не получите вот этот, вид на жительство, вы не можете покидать Швейцарию. Следующее. Сейчас на руках из документов только водительское, и оранжевый аусвайс. Пропуск, который нам дали в лагере Эмбрах, даже без фото. В нем наши данные, номер дела. Можно ли поехать в Германию на поезде? Нет, нельзя. Это вот к тому же, пока вы не получите, документ, вы не можете покидать, Швейцарию. Вас, ну, просто на границе остановят, и вы, ну, у вас вы должны будете, в общем, как-то все это объясняться. Тем более у вас на аусвайсе уже на себе написано, что, вот на этом, да, аусвайсе написан ваш номер дела, они будут понимать, что вы уже, приписаны к Швейцарии, и вы там подали документы. Следующий вопрос. Можно ли открыть визу в Канаду, обычную туристическую? Не видела дочь 4 года. Планировала это сделать до войны. Сейчас мой загранпаспорт, в Азюрцентре. Когда я получу его назад, отдала его до введения. Вот, это то, о чем как раз я говорила. Вот смотрите. Да, вы получите этот вид на жительство. Вообще беженцам выдается, господи, Райзепас. Паспорт для путешествий. Он, как правило, синего цвета, такой же, как и швейцарский, но не красный. Вот у меня такой. И вам, скорее всего, в этот паспорт поставят визу в Канаду, но после того, как вы, получите вот этот статус, и получите эти документы, зарегистрируетесь, и вот как-то там, будете, уже, в каком-то статусе. Но когда вам дадут эту визу, можете ли вы поехать сейчас, или если дочь у вас, то, ну, дочь же вам в Канаду-то может приехать, небо это не закрыто между Канадой и Швейцарией. Скорее всего, надо, вам предусмотреть возможность, чтобы дочь ваша приехала. Не знаю, как они сейчас будут, быстро раздавать, вы же понимаете, сейчас вам дадут вот этот вот вот этот вот, аусвайс, да, а потом еще нужно время для того, чтобы вам выдали загранпаспорт для путешествий и проставление, визы,
Тем более это делает канадское посольство. Как они будут реагировать на проставление вот в такие паспорта, как это мы процессуально пока не знаем. Это вопрос времени, нужно будет задать уточняющие вопросы координаторам этого чата поместье, что это нужно будет сделать запрос. Так, про РФ. Может ли претендовать на статус гражданин РФ, подвергшийся аресту в РФ за участие в антивоенных акциях и дальнейших преследованиях властей? Вот на днях, в воскресенье я дала интервью газете НЦЦ, и как раз этот вопрос касался журналистов, интересовала именно эта ситуация по беженцам. Поскольку я сама являюсь и получила политическое убежище 14 лет назад, то как изменится правоприменительная практика в отношении предоставления убежища тем гражданам, которые против военных действий активно выступали, вели активную гражданскую позицию и выступали против всех, не согласны были с политическим режимом. И у них есть подтверждение арестах, административном нарушении. Все вот эти вот доказательства имеют место быть, и статус С выдаваться, скорее всего, не будет. Мы это очень подробно обсуждали на встрече вот с швейцарскими партнерами. И будет, скорее всего, проводиться процедура по предоставлению статуса F как беженцев в другой стране, потому что S – это большая группа лиц, оказавшихся объединенных одной общей проблемой, вызвавшей потребность в предоставлении безопасности, да, вот под защиту их взять. Это военные действия, стихийные бедствия. Здесь не объявлена война, пока в России, не приведи Господи, да, будет объявлена. Но ваш кейс индивидуальный, и вас будут рассматривать как индивидуальное интервью, и нужно будет вот эти все обстоятельства доказывать. У меня все больше и больше с каждым днем появляется таких запросов. И мы, конечно, будем этих людей тоже поддерживать и отдельно консультировать. Про это будет тоже отдельный пост и отдельный вебинар или что мы там сделаем, да. Но главное, что пока миграционная служба тоже высказалась по этому поводу, для юридического корпуса, да, и они говорят, что практика пока не изменилась, да, то есть, где основания, почему. Но в целом разворот в сторону того, что это здесь же действует конвенция об беженцах, и там есть один из критериев – это политика, да, вот по политическим основаниям. Но вы же не руководитель оппозиционной партии там, и так далее и тому подобное. Но то, что ты не согласен с этим режимом, то, что ты не согласен с агрессивными методами, которые ведет твоя страна, то, что ты активно этому противостоишь, то, что в этой стране не предоставляются свободы на проведение демонстраций, свободу слова, свободы мнения, и зажимаются и закручиваются все больше и больше гаек, об этом понимают все, разве что только неразумные, да. И, конечно, практика, которая будет применяться в отношении таких лиц, она поменяется однозначно. И я в этой статье об этом тоже говорю. Она не может не поменяться, потому что мир изменился не в лучшую сторону. И это очевидно. Мои вопросы, которые были указаны в прямом эфире, они закончены, мне больше их не передали. Если вдруг я на какие-то вопросы не ответила, напишите их в чат. Мы с вами провели практически сколько? 18, 19, 21, 3 часа. Я, в принципе, так и предполагала, что это будет около 3 часов. Мы
Благодарны всем, кто нас, посещает, и мы работаем для вас. Мы понимаем, что мы вам нужны, мы понимаем, что в какой вы, психологической ситуации находитесь. Я человек, который сам это все прожил и через себя пронес. Я знаю, что такое жить без семьи, вдали от родины. Я знаю, что такое не иметь возможность вернуться на родину. Но поверьте, надо принять то, как есть, и вам станет легче, адаптироваться, а не загонять себя в тупик. И для того, чтобы вы, этим, здесь могли почувствовать себя комфортно, для этого мы и работаем, для этого мы здесь есть. Вас все принимают, и все готовы вам действительно, ну, оказать всю возможную помощь, и моральную, и психологическую, и материальную, и консультационную, и так далее. Мне было сложнее, правда вам говорю, потому что, ну, во-первых, как бы я ни с кем не общалась, я не могла общаться, это было небезопасно, и у меня процесс интеграции происходил, совершенно иначе, да. То есть мне, не просто было интегрировать в эту страну по многим причинам. Наверно, поэтому я так долго вынашивала этот проект и думала, как же я его реализую. Я вот понимала, блин, а вот нет сервиса, который ты вот куда бы вошел, и на все вопросы ты мог себе получить адекватную информацию, а как это функционирует, как про школу вообще разобраться, как про образование. Господи, ты уже вообще, черт ногу сломит, как это вообще можно, понять, что такое кауцион, какая франшиза. Я до сих пор некоторым не могу, которые недавно приехали и пытаются понять, что такое в медицине франшиза и как нужно просто ее выбирать. Это тоже для многих китайская грамота. И вот я, вынашивая эту идею объединить все важные, существенные моменты, с которыми сталкивается человек, приехав в другую страну жить, на одном сервисе, и аутентично, грамотно, и, с выверенной и понятной, информацией его изложить на родном языке, да, это супер. Потому что все работают немножко разрозненно, да. Одни про страховку чуть расскажут, одни что-то там про языковые школы, третьи про образование там, ну, еще часто встречается, ну, про банки, понятно, можно что-то все выяснить. Но вопросы, которые, рассматриваются про недвижимость, мало, то есть из уст в уста. А когда людям нужно сдать квартиру, им нужно выезжать, и они не понимают, почему им не возвращают деньги, и что нужно всю квартиру, вымыть так, что она как будто вот, ну, должна быть как новая. Мы когда первый раз, освобождали квартиру и готовили ее к сдаче, мой сын мне сказал, говорит: "Мама, почему мы моем так квартиру, как будто здесь произошло 2 убийства?" Вот, ну вот это вот так, да, и как это все функционирует. Вот такой вот доступной, понятной и грамотной, информации ее мало. Очень, ну, в чатах и на форумах пишут, ну, кто чему научился и то, что знает. И очень часто употребляются не совсем, верная терминология применяется. Очень много в миграционных вопросах, до сих пор не понимают, чем отличается виза от, вида на жительство, да. Вот, или говорят: "У меня виза там до такого-то". Ну, какая у тебя виза? Ты уже давно живешь здесь, резидентство. Понятие резидентства многие не понимают. Вопросы с налогами, все, которое мы рассказываем, трудовые правоотношения. В общем, все сферы, с которыми может сталкиваться человек, проживая в другой стране и не зная, как это, здесь происходит, ну, не так, как у себя на родине. Вот целью и была вот эта вот платформа. И мы ее начали создавать там 1,5 года назад, вот уже так продумали свой, стиль и так далее. Ну, вот сегодня мы общественная организация, которая уже этим занимается профессионально, вот оказались в нужное время в нужном месте. Поэтому я вас всех благодарю. Поставьте, пожалуйста, пятерки те, кто посчитал, что этот эфир был полезен, потому что мы его делали для вас. Так, вот вижу, пятерки пошли. Там много-много-много всяких пятерочек. Можно даже огонь поставить. Ну, мирный огонь.
Давайте договоримся так. Мы с вами не прощаемся. Все, что будет нужно и интересно, мы в первую очередь выкладываем на наш телеграм-канал. Мы публикуем свои посты в Инстаграме. У нас работают прекрасные девушки, которые стараются, делают это очень красиво, вот такой с женской любовью. Я вообще считаю, что женщины победят и войну даже. И они молодцы. Я им безмерно благодарна, потому что за последние 2 недели было тяжело работать. Были дни, когда мы по двое суток не спали. Мы старались вот максимально быстро, знаете, как телеканал с новостной мы. Это просто какой-то вообще крэш. Но мы правда старались, чтобы вам стало понятно и чтобы вам как-то стало легче жить, в стране, в которую вы приехали не по своему выбору. Я знаю, что это такое, когда это выбор не ваш. Остаемся с вами на связи. Все, что будет опубликовано, следующая трансляция, актуальные темы, мы будем выходить в эфир. Спасибо вам всем большое.